Надеюсь, что все хорошо пообедали. And we're very happy to see several of you back from yesterday. И Thank you for я coming очень back. рада видеть некоторых из вас, кого мы уже видели в предыдущие дни. I am Amelia Burgess. I'm a general pediatrician Меня зовут Амелия Бургес, и я педиатр. and a specialist in the health of children in foster care. А также я специализируюсь на детях в приемных, на системах поддержки для детей в приемных семьях. Before we get started, I'd like to get a sense of who is in the audience today. До того, как мы начнем нашу сессию, я бы хотела понять, кто у нас сегодня в аудитории. Can all the foster and adoptive parents raise their hands? Могли бы поднять руки все, у кого есть приемные или усыновленные дети? And then, Родители. Thank you. Спасибо. Do we have physicians in the room? У нас есть врачи сегодня в зале? One physician, all right. Two physicians. And then people who support parents and who take care of children in foster care or adoption. Есть ли у нас люди, которые работают в системах поддержки для родителей и детей в приемных и усыновленных семьях? Okay, so it seems about the same as yesterday. Ну, похоже у нас аудитория в зале, как и вчера. Before I get started, I want to talk a little bit about love. Перед тем, как я начну, я бы хотела немножко сказать про любовь. We talked a lot about love yesterday, Мы достаточно много вчера говорили про любовь. and I think we all agree that love is what children need. И мне кажется, что вчера мы все согласились, что любовь — это именно то, что нужно детям. The challenge is that the behaviors of love are different for different people. Но вот в чем существует небольшая сложность, это то, что проявление любви и поведение, которое проявляет любовь, оно разное для разных людей. So what we do in our work involves a lot of finding the specific behaviors that we know benefit all children. И вот что мы делаем в нашей работе, это мы пытаемся найти определенные поведения, которые принесут пользу нашим детям. And these are the behaviors that we try to strengthen and teach in parents who are taking care of children who have been abused or neglected. Это именно то поведение, которое мы пытаемся поддержать и улучшить у наших родителей, чтобы у детей были лучшие результаты, чтобы они от этого получали пользу. So as a pediatrician, I do want to thank all of you for the love and the kindness that you provide to these families. Так что как педиатр я хотела бы вас всех поблагодарить за ту любовь, которую вы даете этим семьям и детям. So I'm going to talk mostly about what we recommend for the pediatric care of children in foster care. Вот на чем я сегодня сфокусируюсь, это какие программы мы рекомендуем для педиатров, педиатрическая поддержка для детей в приемных семьях. So I want to review what goes into health of children. Так что мы посмотрим, что формирует здоровье детей. So all of our health is a product of our genes. Но на наше здоровье влияют, например, гены, And our environment. а также среда. And that includes the in utero environment. И это включает среду, которая внутри мамы, And then the environment that the child is born into. а также та среда, в которой ребенок потом живет, уже после рождения. So we know that children who end up in foster care Так что мы знаем, что те дети, которые в итоге оказываются в приемных семьях, come from families that have mental illness, physical illness, cognitive impairment, and substance abuse. Они часто рождаются в этот мир от тех родителей, у которых, возможно, есть какие-либо нарушения ментального плана, либо когнитивного плана, либо, возможно, есть какие-то нарушения и есть какое-то... Они подвергались, возможно, какому-то насилию в детстве. So these children are likely to have more of these kinds of illnesses. Так что, возможно, у них будет больше различных заболеваний. It doesn't mean that they will. Это не значит, что они обязательно у них есть. And I think that there are many people in the room who've taken care of children who do beautifully despite their genetic inheritance. А также я уверена, что очень многие люди в этой комнате, вы ухаживали или усыновляли детей, которые очень хорошо справляются в жизни, несмотря на какие-то генетические проблемы. So certainly what the mother experiences and what the mother does while she is pregnant affects the fetus.
Но, как вы знаете, то, как проходит беременность, и то, как мама себя чувствует во время беременности, оно влияет на ребенка. We know that drugs, tobacco, alcohol, poor nutrition and infections all can affect the fetus. Мы знаем, что алкоголь, табак, наркотики, плохое питание — это все может произвести эффект на ребенка. And finally, children who end up in foster care or adoption are often born into impoverished homes. Impoverished, poor. А также мы знаем, что очень часто дети, которые в итоге отдаются на усыновление или в приемные семьи, они рождаются у людей, которые живут в бедности. So in poor homes, we see children have more unstructured time. Когда люди живут в бедности, мы часто видим, что люди не структурируют свое время. They may have less positive interactions with the adults in their lives because the adults are struggling so hard to put food on the table. У детей часто бывает меньше позитивных отношений, позитивных взаимодействий со взрослыми, потому что взрослые пытаются работать и каким-то образом обеспечить еду на столе. They have fewer books, toys, pictures on the wall, visits to the park. У детей в бедных семьях бывает меньше игрушек, меньше книг, меньше возможностей ходить гулять в парк. And all of these stimulations that help their brain grow in a normal way. А это все те стимуляции, которые помогают развитию мозга и развитию ребенка. They're also more likely to witness violence in the home. Также гораздо больше вероятность, что они станут свидетелями какого-либо насилия, Or to be victims of violence themselves. либо быть жертвами этого насилия сами. In poor homes, we're also more likely to see environmental toxins. Также в бедных домах чаще всего мы видим, что больше ребенок может встречаться с токсинами. For instance, in my practice in Minnesota, the children who end up in foster care very likely come from homes where they were living in an unfinished basement, for instance. Например, вот в моей практике в Миннесоте, где я работаю, достаточно часто я встречаюсь с детьми из приемных семей, которые, например, росли в незаконченном подвале какого-то здания, и, соответственно, вдыхали все, что там находится. So they'd be more exposed to the things that people keep in their basement, but also to moisture and just danger. И, соответственно, когда они росли в этом подвале, там была и влага, и все, что хранится в этом подвале, и, в принципе, это достаточно небезопасно. So we can see that all the things on the slide are things that lead to foster care placement. Так что вот мы можем посмотреть на слайде, все, что там перечислено, это очень часто ведет к тому, что детей забирают из семьи, и они помещены в приемные семьи. And they are also things that lead to physical and mental illness and developmental problems in children. А также это все эти факторы риска, которые в итоге приводят часто к когнитивным и физическим ограничениям, физическим проблемам и также проблемам в развитии мозга. So we recommend much closer attention to the health of children when they're in foster care. Так что из-за этого мы рекомендуем, чтобы мы более внимательно смотрели на физическое здоровье детей, которые находятся в приемных семьях. So just as another point of view about the health issue of children with foster care, these are data from Minnesota, where I practice. И еще один взгляд на эту проблему. Сейчас мы будем говорить про данные, которые из Миннесоты, где я работаю. So you can see that most of the placements are due to the parent behavior. Так что вот мы можем посмотреть здесь на слайде, что основные причины изъятия, они связаны с родителями. But a quarter of the placements are related to the child behavior. Ну а также где-то четверть, 26%, оно связано с тем, как ведет себя ребенок. So a quarter of the children placed are placed because they have a health or a mental health problem that their parents don't have the resources to manage. То есть примерно четверть детей изъяты из семей, потому что у них есть какие-то поведенческие или когнитивные проблемы, с которыми родители не могут справиться. There is a question. So who will initiate taking the child from the family? Our caseworkers. У них есть люди, которые работают с определенными кейсами. So what happens in the United States is that
anyone can report a family if they think that the child is being abused or neglected. Соответственно, в Соединенных Штатах любой человек с улицы, любой человек может сообщить в определенные службы, что им кажется, что ребенок не получает достаточно воспитания, опеки, что с ним плохо обращаются. And then the caseworkers go to the home and make an assessment as to whether the child is safe to stay there or needs to be removed. И тогда социальный работник приходит в семью и проводит оценку, чтобы понять, действительно безопасно ли этому ребенку находиться в семье. All right. So are they the one to decide if parents are capable to cope with the behavior of the child? Yes, in Да. conjunction with the judge. So they can make a decision to remove the child, and then whether this child stays removed is a decision made with the judge. Они могут принять это решение, а потом уже окончательное решение будет принимать судья. Right, so I had to rearrange a lot of slides for today. Мне нужно было сегодня поменять и переместить много слайдов в разном порядке. And I realized that the next few slides don't really fit in the trajectory right now. Так что сейчас я только что поняла, что следующие два слайда они немножко не подходят прямо сейчас. But they do fit a little bit with what I was talking about in terms of the behaviors that are associated with child well-being that we think of as love. Но они очень хорошо подходят к тому, о чем я говорила, про поведение, которое мы ассоциируем с любовью. So I'm going to take a quick detour to talk about neonatal abstinence syndrome. Так что сейчас немножко отвлечемся и поговорим про неонатальный абстинентный синдром. On the right side? Yes, okay. So I talked a bit about this yesterday, Я немного поговорила об этом вчера, but for those of you who weren't here, но для тех, кто вчера сюда не приходил на эту секцию, we can sometimes see a type of withdrawal in newborns. мы иногда можем замечать, что дети отдаляются, младенцы, что мы у них видим абстинентный синдром, When the mothers were either taking illicit drugs or medications while they were pregnant. когда мамы во время беременности либо использовали какие-то таблетки, которые были прописаны врачом, либо наркотики. So you can see the. This is all this. Okay. All right. So this is about drugs, withdrawing drugs. That's what we were saying basically, and then multi-system disabilities, central neural, and then it's more like we're talking about opioids, and then All right. That's fine. methamphetamines, and then morphine, heroin, methadone. So the symptoms that we see with neonatal abstinence syndrome Симптомы, которые мы видим при неонатальном абстинентном синдроме, are most commonly fussiness, feeding problems, irritability, это чаще всего раздражение, проблемы с едой. Sometimes when it's more severe, we'll see seizures, we'll see temperature instability, Когда это уже более сильно выражено, мы можем наблюдать припадки, мы можем наблюдать, temperature instability. а также, возможно, температура нестабильна, соответственно, она будет идти наверх и вниз. Most of the time, so in a serious case, for instance, if the mother was using heroin, those babies will need medication. Чаще всего, если это серьезный случай, например, если мама употребляла героин, то, скорее всего, ребенку понадобится медикаментозная помощь. But I'd like to just take a minute and ask you what your favorite methods of calming a fussy baby are. Irritable. Я бы хотела сейчас у вас спросить, вот в вашем личном опыте, либо медицинском, либо как родителя, какие самые лучшие способы для того, чтобы успокоить раздраженного ребенка? To hold them. To hold them, okay? To cuddle them? To sing, To sing to them, okay? dance, Dance, so move them, rock them, all right? water, just to wash their face. Okay. Or maybe to listen to water, running water, just listen to Uh-huh, yes. That, yep. So
here is some evidence-based practice for taking care of neonatal abstinence syndrome. Вот сейчас на слайде можете посмотреть на некоторые методы с доказанной эффективностью, которые используются при неонатальном абстинентном синдроме, чтобы успокаивать детей. Most of the babies who don't have severe NAS are treated with the things that you naturally do when you're taking care of babies. Соответственно, большинство из этих методик, которые мы используем с детьми, у которых не очень сильно выраженный неонатальный абстинентный синдром, это те же самые методы, которые мы используем, чтобы успокоить ребенка без каких-либо нарушений. So we look at specifically swaddling, skin-to-skin contact. То есть мы, например, смотрим на пеленание, мы смотрим на телесный контакт, Feeding them when they're hungry, мы смотрим на то, что мы их кормим, когда они голодные. decreasing their stimulation, going into a dark room with them and singing them and rocking them. И также снижение стимуляции, например, перейти в темную комнату, либо покачать их. So we actually recommend keeping the mothers and the babies together and teaching them to calm and soothe the baby before the cycle of fussiness sets in. А также мы учим родителей, мам, чтобы они оставались с ребенком и начинали успокаивать еще до того, как сильное раздражение начинается. So these are the first things that we recommend when we have a baby with this condition. И это обычно первое, что мы рекомендуем детям, у которых такой диагноз. And I wanted to bring it up to show that all of the behaviors that we know of as love and nurturing are specific behaviors that help the child regulate their neurodevelopment. И вот таким образом я бы хотела продемонстрировать, что вот те самые поведенческие проявления матери, которые в принципе ассоциируются с любовью, это именно то, что мы используем для того, чтобы научить чтобы регулировать работу мозга в том числе. Most of these babies do very well. As I said, some will need medication and they'll need to stay in the hospital for a while. С многими детьми это очень хорошо работает, но также, как я уже сказала, с некоторыми детьми нужно будет использовать медикаментозные методы в том числе. We don't really know the long-term effects, so we recommend close developmental follow-up. Поскольку мы точно не знаем, какой будет эффект в более продолжительном сроке, мы все время советуем, чтобы была поведенческая оценка после того, как принимались медикаментозные способы лечения. So this brings me to what we recommend for the health of children in foster care. И сейчас я буду говорить немножко о том, что мы рекомендуем для того, чтобы поддерживать детей в приемных семьях. These recommendations are based on the experience of pediatricians around the United States who have focused on the health care of children in foster care. И эти рекомендации были основаны на той работе, которая проводится в Соединенных Штатах Америки, профессионалов, которым работаем с поддержкой семей, детей в приемных семьях. So normally children are seen several times in the first year of life. Чаще всего мы рекомендуем, и чаще всего дети наблюдаются несколько раз в течение своих первых. And this is children who aren't in foster care. This is regular pediatric care. И это обычная педиатрическая практика, не только для детей в приемных семьях. So generally we recommend every 2 months during the first 6 months, about every 3 months until 18 months old. Ну, обычно мы рекомендуем в течение первых 6 месяцев каждые 2 месяца наблюдаться у педиатра, потом каждые 18 months old. Потом каждые 3 месяца наблюдаться у педиатра до того момента, как им 1,5 года. And then every 6 months until 3 years old. И потом раз в 6 месяцев до того момента, как им исполнится 3 года. And then every year thereafter. That's what I do for most kids. И потом уже наблюдаться раз в год у педиатра, и это то, что она делает для почти всех детей, которые она смотрит. Now, we watch more closely when kids are placed in foster care. Когда дети помещены в приемные семьи, мы смотрим за ними более тщательно. And our recommendations are summarized on this slide. И их рекомендации, они представлены сжато вот так вот на этом слайде. We like children to be seen ideally within 24 hours, but certainly within 72 hours of removal from their home. Идеально вообще, чтобы ребенок наблюдался у педиатра в течение 24 часов после того, как его изъяли из семьи, ну или хотя бы в течение 72 часов. And this is because of all the things I mentioned in the first slide, but the most common reason that children are first removed from their home is neglect.
И это потому, что помимо всех тех причин, которые я уже перечислила в начале сегодняшней презентации, это потому, что очень часто дети изъяты из семьи, потому что за ними не следят. But we know that neglect hides a lot of other problems, like physical abuse or sexual abuse. И мы знаем, что, к сожалению, очень часто, если за ребенком не следят, обычно это еще скрывает, что там, возможно, есть какие-то другие проблемы, которые либо физическое насилие, либо сексуальное насилие, возможно, тоже присутствовало. And it is likely that the children have been medically neglected, so may have diseases like asthma or lice that aren't being taken care of. А также, возможно, с медицинской точки зрения за ними тоже никто не ухаживал. У них могут быть такие проблемы, как астма, возможно, у них есть какие-нибудь как они называются, глисты или какие-либо другие проблемы. So that first visit is to make sure there isn't an acute problem that needs to be taken care of right now that we just don't know about. И за это вот это вот первичный осмотр мы пытаемся провести так быстро, потому что, чтобы посмотреть, нет ли там какой-нибудь очень острой проблемы, которую нужно срочно решать. Now, because we know that children are so likely to have mental health and developmental disorders coming into foster care, И поскольку мы знаем, что очень часто дети, которых изнимают из семьи и передают в приемные семьи, у них могут быть проблемы когнитивные, а также психологические проблемы, we recommend a comprehensive evaluation at about 30 days after they're removed from their home. из-за этого мы рекомендуем делать всестороннее обследование в течение 30 дней после того, как их изъяли из семьи. And we look at 5 areas of health. И мы смотрим на 5 разных областей здоровья. There's physical health, Физическое здоровье. which is what you usually think of as pediatric care. И это то, о чем мы обычно думаем, когда мы думаем, чем занимается педиатр. There's mental health. Также это ментальное здоровье. So diagnoses like depression or ADHD. Например, это может быть депрессия, это также может быть секундочку. Гиперактивность и нарушение внимания. Developmental health. Это также может быть проблемы с развитием. So things like speech delay, fine motor delay. Например, задержка в речи, задержка в моторных функциях. Got the 3 of them, right? Oral or dental health. This Это is the biggest problem we see. They have terrible teeth. А также это могут быть проблемы с стоматологией, с здоровьем зубов. Это то, что мы очень часто видим в детях, которых изнимают из семьи. And finally, educational health. А также образовательное здоровье. So as a pediatrician, I check in. How are they doing in school? Are they in special education? Are we keeping them in the same school now that they're in foster care? И как педиатр я всегда делаю оценку и пытаюсь понять. Я спрашиваю у детей, ходят ли они в школу, ходят ли они в специальную школу, все ли у них хорошо, и будем ли мы оставлять их в той школе, которая они сейчас есть, или их нужно переводить. Do you understand it correctly that it's all of these 5 areas of health, it's the pediatrician who's doing that? So I'm not doing all of the assessments. I am asking if all of those things have been taken care of. Соответственно, она сама не делает каждый шаг этой оценки, но ей нужно убедиться, что все эти 5 областей кто-то сделал или она сама провела. So you're coordinating all of these activities, and that's what pediatrician is doing in the United States. Yes. Да. And what do social workers do then? So the social workers are working with the families. Они работают вместе с семьей. And so I may be talking to the social worker and saying, hey, I really think this person should be evaluated for special education. И вот, например, я могу поговорить с социальным работником и сказать, мне кажется, что этому ребенку нужно сделать обследование и посмотреть, нужно ли ему идти в специальную школу. Who is the boss in this couple, in this pair? You or the social worker? I tend to have more influence. У нее обычно больше влияния. So it's very helpful. Yeah. So if something went wrong, who's responsible? I guess it depends on what you mean is going wrong. Это зависит от того, что пошло не так. Зависит от того, что же все-таки пошло не так. Что
Может быть, оставим дискуссию в конце или хотите сейчас? I've suggested that we can bring these questions to the panel discussion at the end, and some people also agree. But it's more of a basically because the question was mostly about how the systems are divided and what are the responsibilities, how they're divided, and everything else. So I guess we could. So I think one of the purposes of this session this afternoon was to talk about team building, to how you create a team to take care of children. Мне кажется, одной из целей нашей сегодняшней секции для того, чтобы обсудить, как построить эту команду, которая будет помогать ребенку и семье, приемной семье. So she was just like, yeah, that's why I'm just wondering how it's. So I think we could just take it to the panel discussion at the end. All right. So after the comprehensive evaluation, I have them come in 30 to 60 days after that to see how everything went. Sorry. Go on. И вот после того, как мы провели всестороннее обследование, я прошу их прийти обратно и прийти на обследование со мной через 60-90 дней, чтобы посмотреть, как все происходит. So were they able to get the infant mental health specialist that I recommended? Did they make it to the dentist? Вот, например, чтобы посмотреть, они смогли связаться со специалистом по образованию, смог ли стоматолог на них посмотреть? I do have a care coordinator in my office that I talked about yesterday, who helps, call every week to say, hey, did you get to the dentist? Do you need more help? И у меня есть координатор, там, где я работаю, там есть координатор, который, как я уже вчера говорила, мне помогает и делает эти звонки. Они звонят и спрашивают, возможно, каждую неделю, а вы уже это сделали, вы сходили к стоматологу, это уже завершено или нет? So let's say everything is perfect and the child looks great and we haven't identified any real problem. Но давайте представим, что вот все идеально, у ребенка все хорошо, и мы не нашли никаких проблем. We still follow those children more closely. Мы все равно будем достаточно близко наблюдать этих детей. So for the first 6 months, we'll watch the children every month instead of every 2 months. Так что мы будем ежемесячно наблюдать за ребенком до 6 месяцев, вместо того, чтобы наблюдать раз в 2 месяца, как мы это делаем с детьми не из приемных семей. And then we see them every 3 months until they're 24 months old. И потом мы будем еще наблюдать их каждые 3 месяца до того, как они достигнут 24 месяцев. And from then on, even when they're school-age children or adolescents, we like to see them every 6 months. И потом даже до того момента, как они становятся уже подростками или школьниками, мы их наблюдаем каждые 6 месяцев. And this is because we know that there are a lot of things that can go wrong. The kids can move to new homes. There are always new developments in the family, and there may be diagnoses, there may be illnesses that just present themselves. И мы это делаем, потому что мы знаем, что всегда может пойти что-то не так. Возможно, пойдет что-то не так, когда ребенка перевели в новую школу, или если семья переехала в новый дом. Либо, возможно, есть какие-то диагнозы, которые мы не смогли обнаружить в более ранних стадиях, которые только сейчас проявились. So one of the things that I'm following closely is development. И вот один из аспектов, на который я достаточно подробно смотрю, это развитие. I like to have all children who are placed in foster care have an actual developmental evaluation with a specialist, but I can't always get that. И я бы очень хотела, чтобы каждый ребенок, который помещен из этой семьи и помещен в приемную семью, чтобы ему делали скрининг развития достаточно часто, но не всегда это получается. So we use evidence-based screening tools for developmental and mental health problems in the clinic. Из-за этого в нашей клинике мы используем валидные, надежные методы с доказанной эффективностью для того, чтобы проводить скрининг развития. So this is a list of tools that have been validated on many children from many cultural groups in the United States. И вот сейчас на слайде вы можете посмотреть, тут для примера представлены некоторые методики, их эффективность была доказана на разных исследованиях с выборками из разных культурных слоев и из разных социальных групп в Соединенных Штатах, которые мы используем у нас в клинике. The one that I use in my clinic is the one that I'm most familiar with. И то, что я чаще всего использую в своей клинике, это тот метод, который я лучше всего знаю. I use the Ages and Stages questionnaire. Я использую первый пример Ages and Stages questionnaire. Он на первой строчке.
So how it works is it's several pages long. It's a list of many activities that a parent ideally does with the child before they come to the office. И вот как он выглядит? Это несколько страниц, на котором есть список с разными активностями, которые в идеале ребенок и его родители делают до того, как приходят ко мне на прием. The parent then fills out a questionnaire about the activities that says for each activity whether the child can't do it, can do it sometimes, or does it consistently every time. И родитель перед тем, как прийти на прием, он заполняет вот этот вопросник и отвечает для каждой разной активности, которая перечислена в этом списке, может ли ребенок это делать, делает ли он это постоянно, и постоянно ли у него получается это делать успешно. And the specific domains that this tool looks at are communication, gross motor skills, fine motor skills, problem solving, and personal social skills. И вот те области, которые включены в этот опросник, это когнитивные, это мелкая моторика, крупная моторика, это решение проблем, это социальные навыки и социальные навыки. So this is, I use in conjunction with talking to the parent, do you see anything wrong? If a parent sees something wrong and the test is fine, I will still send them for an evaluation. И помимо этой методики, я также еще обязательно разговариваю с родителями. Я у них спрашиваю, а вы видите какие-нибудь проблемы, все ли идет хорошо, какое ваше впечатление, как все происходит. И несмотря ни на что, я все равно потом еще их отправлю на скрининг, на оценку. And if I see something wrong, and the test is fine, I still send them for an evaluation. И, например, если я вижу, что что-то не так, а вот этот тест мне говорит, что все хорошо, я тоже их все равно отправлю на оценку. But sometimes the test sees things before either the parent or I do. Потому что иногда, например, тест замечает и подхватывает что-то, что ни я, ни родитель не видит. So I recommend all three in assessing a child. Из-за этого для того, чтобы проводить оценку, я рекомендую все три аспекта, и вот этот метод, и мою оценку, и оценку родителей. It's very important to realize these do not make diagnoses. They just tell us there might be a problem and we need to send them to, for instance, a neuropsychologist. И очень важно понимать, что все эти методы, три метода, они все не ставят диагноз. Это только нам показывает, что возможно, нужно отправить ребенка к какому-то специалисту, например, к неврологу, который потом сможет поставить диагноз. Now I know that the Ages and Stages questionnaire has been used in a lot of countries other than the United States, and it's been validated in a lot of languages. I don't know that Russian is among them. И я понимаю, что эта методика, она на самом деле используется в разных странах, и на самом деле она существует на разных языках, но она сказала, что я не уверена, что он есть на русском языке, и его действительно нет на русском языке. So the other thing that I'm looking for, one of the reasons I see children most closely, or I watch them so closely. И еще одна причина, почему иногда мы наблюдаем за детьми чаще, и почему я хочу чаще наблюдать детей из приемных семей, is to watch for growth delay. чтобы наблюдать, есть ли какие-либо задержки в развитии, задержки в росте. So this is the growth chart for the child that I talked about yesterday, Jackson. И вот это, например, показывается развитие и рост ребенка, которого мы обсуждали вчера, Джейсон. So you can see that, you know, I mentioned that when he was placed in foster care, he stopped gaining weight, and it took a while for him to come back up. Но вот как я вчера уже говорила, вот как только он был помещен в семью, он уже особо не набирал вес, и вес оставался примерно одинаковым, было тяжело набрать. And this was a child who had otherwise been growing, his height and his head circumference, his brain growth was doing fine. И одновременно при этом его мозг развивался нормально, и рост тоже у него развивался типично. Oh, okay. Just to explain the graph. Sorry, this is the, did you switch it? No, it's the same. You use the second one. No, I'm just impressed that you've got the whole thing in Russian. Oh yeah. Did you? Okay. So this is age in months. Вот это возраст по месяцам. And then weight in kilograms. И вот это вот здесь вот у нас получается вес в килограммах. And this is height in centimeters and in inches. И, соответственно, здесь рост в сантиметрах. And then again, this is age in months. И опять же, это возраст в месяцах.
месяцах. And the head circumference. А what? Head circumference. Head circumference. These are confidence intervals. No. Oh, the lines are. Uh-huh. They're sort of. They're percentiles is what they are. So they're basically describing the development of the child. Yeah, so this is. Oh. So И, these соответственно, are, это дети. do you use these measurements in your pediatric offices? У вас педиатры используют такие же Oh, параметры? okay. I apologize. Yeah, so this is one of the ways that, this is one of the most important things I do as a pediatrician, is see how the child is growing. Но это одна из самых главных вещей, которые я делаю как педиатр, это смотреть за ростом ребенка. And obviously some children are naturally little and some children are naturally big. И, So, соответственно, это абсолютно естественно. Некоторые дети, они изначально маленькие, некоторые дети, они побольше. so this would be a trajectory over time of a smaller child. Но вот это, например, траектория ребенка, который поменьше. And this would be a trajectory over time of a larger child. А вот это, например, траектория ребенка, который немножко побольше. But the key point is that kids should basically follow one of these lines. Но на самом деле самое главное, что я пытаюсь сказать, что по идее ребенок должен по такой примерно траектории идти его развития. Thank you so much for that question. Спасибо большое за этот вопрос. So this is one of the most important tools that I use. Но это самый главный инструмент, наверное, который я использую. Because weight loss Потому что потеря веса or failure to gain weight is a huge, important sign in the health of a child. или то, что ребенок не может набрать вес, это очень важный знак, что что-то идет не так. And it makes me think definitely there's something wrong. Either the child has a physical illness like tuberculosis, И это меня заставляет задуматься, точно что-то не так. Возможно, у них есть какое-то физическое нарушение, возможно, у них есть заболевание, например, туберкулез. or in this case, it was an adjustment issue that he had stopped eating. А вот в этом именно примере этого мальчика была проблема в том, что ребенок не мог приспособиться, когда его поместили в новый дом, новую семью. Now, И он перестал sometimes, есть. in fact, very often we see the opposite problem where children will come into foster care and they'll gain weight really fast. А иногда мы видим абсолютно противоположный эффект, и детей помещают в приемную семью, и они набирают слишком много веса. And this is often an indication that they were malnourished or the food was unstable in the home that they came from. И иногда это просто пока говорит нам о том, что до того, как они были помещены в семью, возможно, их недостаточно кормили или очень плохо кормили. They don't believe that there will be food at the next meal or the next day. И они просто не верят, что каждый день будет еще еда, и они едят и едят и едят. So that immediately brings to mind two problems for me as a doctor. И это сразу я начинаю думать, что, наверное, есть две проблемы для меня, как для врача. And one is simply overweight is a problem, so we have to talk about how we're going to nurture the child and still keep them nutritionally healthy. Например, первое, ожирение. Мы знаем, что ожирение это проблема для здоровья, и нам нужно будет решить, как мы будем формировать питание для ребенка, чтобы он оставался здоровым. Sometimes what we are seeing is that they were malnourished before, and now they're just going to whatever size they should be based on their genetics. А иногда мы смотрим, что вот до этого они не получали все нужное питание, а теперь они просто доходят до того нормального уровня, до того размера, который у них должен быть при их нормальном развитии. But one of the things that happens is that with the rapid growth, like at the end of a period of rapid growth, they actually can become anemic. Но вот что мы очень часто наблюдаем, это что после того, как они очень резко выросли, мы можем наблюдать анемию. Because they've used up all their iron stores. Потому что они использовали все накопленное железо, которое у них было. But they were growing so fast. Потому что они росли так быстро. So sometimes I will need to check for anemia after a period of rapid growth, even though they were normal when they came into care. И поэтому иногда я всегда проверяю, если там анемия, проверяю уровень железа, если только что был очень резкий скачок в росте. Даже если, по идее, все остальные факторы в начале уровень железа был нормальный до того, как они выросли. So I just want to comment a little bit about the comprehensive assessment, what that means. И я хочу немножко пару слов сказать про комплексную оценку и что это значит. My ideal is to know everything about the child. В идеале я бы хотела знать абсолютно все про ребенка. To get the birth history, the past medical history, surgical history, family history. Узнать про историю семьи, узнать про то, как проходили роды, узнать, были ли хирургические вмешательства, узнать абсолютно все.
In reality, that's not usually possible. В реальности это невозможно. I always want to get their immunization records, and we do have a state immunization program, so I can, even if I don't have their other health records, I can find out if they've been immunized. Я всегда хочу узнать о том, какие вакцины были сделаны для ребенка и вообще были ли они сделаны. И в нашей стране есть единая система, где обычно ведется учет всех вакцин. Соответственно, обычно я могу получить доступ к этой информации. For most children, I will do some blood tests. Для большинства детей я буду проводить некоторые анализы крови. And normally, there are ages at which I check for anemia, or check for lead exposure, or check for tuberculosis exposure. И также есть на определенных этапах развития я обычно проверяю некоторые определенные вещи. Например, находился он рядом я проверяю на туберкулез, я смотрю, нету ли свинца, то есть, соответственно, не был ли ребенок в каком-то месте, где есть свинец. Anemia, yeah. А также буду проверять уровни железа. So normally there are specific ages when I test for those, but in kids in foster care, I will usually test for them even if they're beyond that age. И обычно есть какой-то специфический возраст, когда делаются эти проверки для всех детей. Но для детей, которые помещены в приемные семьи, я обычно это делаю даже уже после этих возрастов, то есть, соответственно, мы делаем наблюдение чуть подольше. Because they're likely to have missed those tests, or they might have more risks for those problems. Потому что, возможно, когда они были маленькие, им не делали никакие эти тесты, и, возможно, у них появятся еще другие какие-то проблемы. The other things I look for often are HIV and hepatitis. Также я достаточно часто смотрю на ВИЧ-инфекцию, проверяю, есть ли там ВИЧ-инфекция или гепатит. Generally, if I know where a baby was born, we can find out if the mother was tested, but if I don't have that information, I will check. И, например, вот если мы знаем, кто была мама, и можем получить доступ к информации, делали ли эти тесты или нет, то я возьму эту информацию оттуда, но очень часто мы этого не знаем, из-за этого я проведу еще одно обследование. So, the other things on the slide, developmental health, oral dental, behavior mental health, and educational health, are things that all require specialists who aren't me. А также на слайде еще приведены несколько примеров таких вещей, как, например, здоровье стоматологическое, здоровье полости рта, поведенческое, образовательное благополучие, которые все должны быть проверены, но это не моя специализация. So I will refer children for these specialists. Соответственно, я выпишу направление, чтобы эти специалисты посмотрели на ребенка и сделали анализ, сделали эти тесты. One thing we've started doing in the past 4 to 5 years И вот кое-что, что мы начали делать последние пару лет, is we actually do apply fluoride in the pediatric office so that the kids can have some protection even if I can't get them to a dentist. Мы делаем небольшие стоматологические процедуры прямо у педиатра, на всякий случай, если мы не сможем найти для них стоматолога, который будет делать полное обследование. And this is demonstrated to really improve pediatric dental health. И пока результаты очень позитивные, это действительно повышает здоровье полости рта. Is that something that is done here? В России такое что-то похожее делают? Yes. Yeah, in the pediatric office? Oh, great. У педиатра. Wonderful. Yeah. Yes. It's fairly new for us. Узкий специалист, но сам педиатр не делает. So they're saying that they're doing it together, so they will have a dentist, someone who is specialized, will be doing that together in with pediatric. Oh, that's even better to have the dentist there. So they're saying that actually there's not much difference foster kids and kids in normal kids. They will be screened not very often, but then if they're in an institution, they might get it screened as well. Okay. На вопрос, правильно я понимаю, что у них есть специальная педиатрическая служба для приемных семей, и она занимается просто населением? Нет, она занимается и приемными, и неприемными. Там и другие дети тоже. So she just wants to clarify if you're working only with kids in foster care or you're also looking at kids in families. I do both. Да, она и с теми здесь. Просто у меня иногда попадаются приемные дети. So it's just sometimes you have
kids in foster care? I focus on kids in foster care, so I get a lot of kids in foster care. И, соответственно, она фокусируется, ее главная экспертиза именно дети в приемных семьях, так что к ней попадает очень много детей из приемных семей. The gold standard for the health care of kids in foster care is to have focus clinics by pediatricians who understand how foster care works. И, по идее, золотой стандарт — это иметь специализированные клиники, где педиатры понимают, как вообще работает система приемных семей. In reality, most children will go to a pediatrician or a family doctor who doesn't specialize in foster care. А в реальности, скорее всего, ребенок из приемной семьи будет идти к педиатру, который, возможно, не специализируется на детях из приемных семей. But there's no pediatrician who isn't taking care of children in foster care, because 1% of our children do spend time in foster care. Но нет, скорее всего, ни одного педиатра, который никогда не берет детей из приемных семей, потому что 1% детей в Соединенных Штатах находятся в приемных семьях. Do you have any special training for these pediatricians to work with kids from foster families? There's not like a fellowship in foster care health. Нет какой-то специальной программы. I created a fellowship for myself in foster care health. Она сама себе создала систему обучения, чтобы обучиться. So basically, she's asking: so is it happening on a system level, or is it all depending on the person, on the pediatrician who decided to do the training for So himself? my work is largely training pediatricians and family docs in how to take care of these children, and also training groups of foster parents so that they can ask for what is needed. So I do both. I will go to the doctors and say, this is the best way to treat children in foster care, and I'll go to the parents and say, go ask your doctor to do this. Но вот в основном то, чем она занимается, она помогает другим врачам работать с детьми из приемных семей, а также помогает родителям получать поддержку. Well, basically, so she's asking on a country level if all doctors get any training and know how to work with kids from foster care or not. So the American Academy of Pediatrics is the largest professional association for pediatricians, and I think most pediatricians belong to it and get education from the AAP. У них есть ассоциация педиатров, которая самое главное профессиональное сообщество для педиатров в Соединенных Штатах Америки, и почти все педиатры зарегистрированы с этой ассоциацией. The AAP has made it a focus over the last 10 years to disseminate this knowledge among all И, pediatricians. соответственно, фокус этой организации, в том числе, они решили сфокусировать за последние 10 лет для того, чтобы распространить эту информацию о том, как же работать с педиатром, с детьми из приемных семей. The way that it works in the United States, we have federal law about foster care. Ну вот как это работает в Соединенных Штатах Америки? У них есть федеральные законы про детей в приемных семьях. And it states that children have to be taken care of by a physician. It states that foster parents have to have training before they become foster parents, but it doesn't say exactly how each state should do it. И вот в этих федеральных законах прописано, что каждый ребенок в приемной семье, что ему обязаны предоставляться медицинские услуги. Также там написано, что каждая приемная семья должна проходить какое-то обучение до того, как они могут взять ребенка, но при этом там не прописано, каким именно образом все это будет происходить в каждом разном штате. Texas has Texas is a big state, and it has a statewide program that's based in the medical assistance, the public insurance for kids in foster care. So there is an online medical record and guidance for doctors taking care of these children. И вот, например, в Техасе, Техас — это очень большой штат, у них есть целый огромный ресурс, и у них есть определенная программа для детей из приемных семей, и есть определенная страховка, которая покрывает медицинские услуги для детей в приемных семей, а также есть онлайн-база, где находится вся информация про то, что необходимо детям, и, в принципе, как получается, как
Do foster parents buy into this program, or are they given it? It depends where you are. Это зависит от того, где вы. So in Texas, they have to participate in the program. Ну, соответственно, в Техасе они обязаны участвовать в этой программе. But who will be paying for it? It's a public medical insurance that pays for it. Соответственно, это будет страховка, кто будет это оплачивать. So in New York State, which is where I started, where I went to medical school and where I worked in the foster care system, А вот, например, в Нью-Йорке, где я начинала как педиатр и где я училась, there were a lot of very forward-thinking foster care agencies 20 and 30 years ago. Уже 20-30 лет назад было достаточно много агентств, которые уже смотрели в будущее и действительно пытались придумать что-то очень интересное. So there are several clinics that focus just on foster care, and the kids in foster care only go to those clinics. И из-за этого в Нью-Йорке, соответственно, поскольку они начали так давно, у них уже есть специализирующиеся клиники, которые работают, специализируются на работе с детьми из приемных семей, и все дети в приемных семьях ходят именно в эти клиники. In Minnesota, where I live, the state has chosen to focus on children with special health needs. Например, в Миннесоте, где я живу, фокус правительства немножко другой. Они решили, они в основном финансируют то, что связано с здравоохранением для детей с особыми потребностями. And children in foster care are considered children with special health needs. И дети с приемных семьях у нас считаются, как будто, что они тоже дети с особыми потребностями. So По здоровью. clinics get assistance to provide better care, for instance, to have a care coordinator, to help with any children with a special health need, whether it's they're in foster care, or they have Down syndrome, or they have autism. И, соответственно, клиники получают субсидии, чтобы, например, у них был координатор, который им помогает вести поддержку, либо это могут быть дети из приемных семей, это также могут быть дети с нарушениями развития, например, с синдромом Дауна или с расстройствами аутистического спектра. So I actually work with the state to make sure that all the people who provide just pediatric care throughout the state of Minnesota know these guidelines for foster care. И, соответственно, из-за этого в мою работу включено то, что я убеждаюсь, что штат проверяет, что все, кто получают поддержку и дотации, все, кто работает в нашем штате, они знают о том, как работать с детьми и с семьями, приемными семьями. Детей старшего возраста отдельная служба, или вы же занимаетесь детьми старшего возраста? А старший возраст какой? Ну, там последнее, что я увидела, это 6 лет. And what about older kids, for example, after the age of 6 or 10? Is it also you, or is there a different body who will be helping kids in foster care? Oh, no, pediatricians will see kids up until college, so I would continue to see them. Да, она будет вот прямо до университетского возраста, это педиатры будут смотреть. So our training is pediatric and adolescent medicine. Соответственно, у них педиатры, они смотрят и на детское развитие, и на подростковое развитие. Sure. So this slide, I'm just calling out fetal alcohol syndrome as a common missed diagnosis. Вот, например, сейчас на этом слайде, что достаточно часто ставят неправильный диагноз, это фетоалкогольный синдром. And normally, when I'm explaining it to physicians, I point out that it is basically the same as the comprehensive evaluation that I just described, with the addition that you are measuring the eye openings and looking for the facial features in the philtrum and the lips. Вот, например, что я объясняю врачам, что это очень похоже на комплексную оценку, что для того, чтобы поставить диагноз. Просто мы добавляем еще несколько элементов, такие как нужно измерять размер разреза глаз и размер разных пропорций лица. So my purpose here, what I hope here, is I very often speak to groups of foster parents and I tell them to advocate for their kids when they go to the doctor. And I would say the same to you. И вот, например, одна из моих задач, и то, что я обычно делаю, я обычно прошу семей, родителей, приемных детей, чтобы они постояли за своих детей, когда они идут к врачам, чтобы они просили за них, чтобы они знали, что просить от врача. This is just a little bit more about the physical health. As I said earlier, we often don't have records.
Ну и поговорим немножко еще про физическое здоровье. И как я уже упомянула, очень часто у нас нет истории болезни, у нас нет никаких данных о том, что происходило до того, как мы познакомились с ребенком. Siblings and sibling health records can help piece together the story. Потому что, например, мы знаем, что история и информация про здоровье братьев и сестер, они очень часто могут помочь нам понять, что происходит с ребенком. We don't like to give the older siblings that parent role. Но нам на самом деле не очень нравится, когда мы ставим старших братьев и сестер в такую родительскую позицию, когда им нужно быть родителем для ребенка. But at the same time, a 9 or 10-year-old sibling can say, "Oh yes, my little brother has an inhaler." Но, например, 10-летний, 11-летний ребенок очень часто может сам сказать, что, да, вот у моего маленького братика или сестрички, он, например, ходит с ингалятором для астмы. So the key points И вот ключевые моменты for the comprehensive evaluation of children in foster care для комплексной оценки приемных детей в приемных семьях is that we don't want to just look at the physical health. это то, что мы не хотим только зацикливаться на физическом здоровье. We also want to look at the oral health, the behavioral health, the mental health, developmental and educational health. Мы также хотим посмотреть на стоматологическое здоровье, на поведение, на развитие, на психическое здоровье и на образование. And you're capable of looking in the children's mouths too. И вы тоже можете посмотреть в полость рта ребенка. And very often the children will have really bad teeth and it affects everything. It affects their ability to learn in school. It affects their ability to eat and gain weight. So it's not something to be overlooked. И очень часто у детей в приемных семьях, которые изъяты из семьи, очень плохие зубы, а это будет влиять на абсолютно все, на их возможность кушать, на их возможность учить и говорить в школе. We shouldn't assume that standard screenings have been done. So a 5-year-old, you shouldn't assume that they had a screening for lead when they were 2 years old. We shouldn't assume that they had a screening. We shouldn't assume that their immunizations have been done or their screenings have been done when they were younger. И никогда нельзя просто предположить, что, возможно, это уже было все сделано до этого, возможно, в 2 года их проверили на какие-то нарушения, возможно, посмотрели, находились ли они в контакте со свинцом, что им сделали комплексную оценку, что им делали все нужные прививки. And I always recommend referring early for mental health and developmental evaluation. In the story that I talked about yesterday, it took a long time to get the foster parents and the caseworkers on board, but the children clearly needed the help early. И я всегда рекомендую как можно раньше делать направление, особенно когда мы говорим про какие-то психологические проблемы, к психологу или к психиатру, потому что, как я уже вчера, примеры, которые я обсуждали вчера, очень часто для того, чтобы найти специалиста, для того, чтобы и приемные родители, и социальный работник все согласились, что это действительно то, что нужно, уходит очень много времени. One of the things that I think parents often don't understand is, especially with little children, if you send a child to an occupational therapist or a psychologist, a lot of what that specialist will do is teach you what to do with the child at home. И мне кажется, вот то, что родители очень часто не понимают, это то, что если отправить ребенка и семью к специалистам, например, к психологам, что то, что этот психолог будет там делать, это научить родителей определенным вещам, которые нужно делать с ребенком. So it's a way for foster parents to learn skills to apply to the child in front of them and any future children that they may take care of. Соответственно, научить определенным навыкам приемных родителей, которые они могут потом применить к этому ребенку, либо, возможно, к еще детям, которые они возьмут к себе приемных детей. А сейчас мы перейдем просто на другую презентацию. This is work with adolescents. It seems like it's backwards. Oh yeah, this is the first slide. I'm sorry. Okay. Yeah. So this is this one. All right. This is overview. Yeah. So this slide comes from a presentation that I give about fetal alcohol syndrome across the lifespan.
Но вот это часть той презентации, которую я обычно даю, когда мы говорим про фетоалкогольный синдром. But the principles actually are for all children in foster care. Но на самом деле те же самые принципы можно применять ко всем детям в приемных семьях. Partly because many of the children will have undiagnosed fetal alcohol syndrome or disorders. Отчасти потому, что очень многие дети в приемных семьях, на самом деле у них нет диагноза, но у них на самом деле есть фетоалкогольный синдром. And partly because most of them will have some neurobehavioral or neurocognitive problem that will look different throughout life. А еще потому, что очень часто у них будут какие-то нейроповеденческие проблемы, которые в какой-то момент проявятся в их жизни. So we talk about neurocognitive impairment, problems with self-regulation, and problems with adaptive skills. Соответственно, здесь мы говорим про такие вещи, как нейрокогнитивные расстройства, мы говорим про сложности с саморегуляцией и про задержки или слабое развитие адаптивных навыков. So I'm going to give an introduction of, just sort of to get you to understand what the different things we look for at different ages are. Ну, в общем, я познакомлю вас с таким небольшим обзором того, на что мы обычно смотрим и в разные периоды развития ребенка. And then Dr. Возняк is going to talk about specific programs and skills that foster parents can use. И потом доктор Возняк, он уже будет говорить про какие-то специфические программы и то, что они делают для определенных детей. So the presentation is divided into concerns age 0 to 3, preschool to school age, adolescents and teens, and adults. Соответственно, проблемы в этой презентации мы разделим их на 4 группы. От 0 до 3, дошкольный возраст, подростки и взрослые. Is that the same one? Oh, yeah, it is. Okay. 0 to 3? Yes. So in 0 to 3-year-olds, neurobehavioral concerns might include, if we're thinking about motor function, delays in their motor skills and feeding problems. Вот, например, в группе от 0 до 3 какие нейроповеденческие проблемы могут наблюдаться? Если мы говорим про моторные функции, то это могут быть какие-то задержки, это могут быть проблемы с кормлением. Self-regulation might include increased impulsivity and distractibility. Когда мы говорим про саморегуляцию, это может включать такие проблемы, как повышенная импульсивность, часто будет ребенок отвлекаться, Or problems with sleep. либо будут проблемы со сном. And I think that for those of you who were here yesterday when I talked about Anna, this is really what she was exhibiting. It wasn't so much ADHD as just an inability to regulate herself. И вот если вы были здесь вчера, я говорила про Анну, и вот это именно то, что у нее было. Это было на самом деле не гиперактивность и дефицит внимания, это скорее была проблема с саморегуляцией, она не могла успокоить себя. We can see language processing deficits. Мы также знаем, что мы иногда наблюдаем проблемы с обработкой речи. So the more obvious things we think of with speech delay would be they're 18 months old and they don't have a single word yet. И вот, например, самое, что чаще всего приходит на ум, если мы говорим про задержку речи, возможно, ему 18 лет, и они ни одного слова не используют. 18 месяцев, простите, пожалуйста. But 18 years old, not 18 months. that would be I think we'd notice that It's a bit of a delay. problem. But what we more commonly see is they're speaking fluently, but we don't know that they're not understanding what we say to them. Но вот что мы чаще наблюдаем, это они говорят нормально, используют слова, но нам кажется, что они не понимают речь, они не понимают, что им говорят и что они говорят. Physical concerns at this age can include poor growth, poor weight gain, increased ear infections or sinus infections. В этой возрастной категории какие физические проблемы мы чаще всего смотрим? Это могут быть проблемы с иммунной системой, это могут быть проблемы с дыхательными путями. And it might puzzle you why they would have more ear infections or sinus infections, but that can be related both to the development of the face due to fetal alcohol exposure or to, for instance, living with a smoker. А также отит среднего уха. И вы, возможно, будете не очень понимать, а почему проблема именно вот с этими областями. А это может быть, например, потому что у них фетоалкогольный синдром, либо они росли рядом с курильщиками. So to summarize, at this age, to look at neurobehavioral concerns, we want to pay attention to motor function and verbal comprehension and at their hyperactivity, how well they're able to regulate themselves.
И вот также, чтобы предоставить такие небольшие итоги, в этой возрастной группе, когда мы говорим про нейроповеденческие проблемы, мы хотим проверить, что происходит с моторной функцией, есть ли какие-то вербальные понимания, есть ли какие-то проблемы с саморегуляцией и гиперактивностью. And my first recommendation, as I've already said, I refer everybody for therapy, but the first and most basic recommendations would include good nutrition, structured sleep times, structured activity times. И что я чаще всего рекомендую всем семьям, это, конечно же, хорошее питание, хорошо структурированный режим дня. And the other thing would be knowing your child and avoiding overstimulation. А также, конечно же, я рекомендую узнавать своего ребенка и попытаться не перегружать его. So for instance, some parents will say, I can't bring my child to this birthday party because it's during nap time, and if this child misses his nap, it's all over. Например, ко мне может прийти ребенок, родители сказать: нет, я не могу ребенка отправить на день рождения кому-то, потому что день рождения, вечеринка будет в то же самое время, когда они обычно идут на перерыв на сон, и если он не поспит, то я не смогу контролировать ребенка, это будет совсем плохо. So preschool to school age children is the next group. Ну, в общем, следующая группа, о которой мы сегодня будем говорить, это дети дошкольного и школьного возраста. And more is being asked of the children. И уже мы гораздо большего требуем от ребенка в такой возрастной группе. And the older they get, the less willing other people are to accept poor behavior. И чем старше ребенок становится, тем меньше остальные люди вокруг, в принципе, готовы воспринимать какие-то нежелательные поведения. We continue to see problems with self-regulation. Мы продолжаем наблюдать, что часто видим проблемы саморегуляции. So that often looks like hyperactivity, И это очень часто выглядит как гиперактивность. trouble making friends, trouble playing on the playground. Возможно, у них есть проблемы с тем, чтобы играть на площадке или заводить друзей. Kids don't understand turn taking. Дети иногда не понимают, например, как делать что-то по очереди, что сначала вот твоя очередь, потом чья-то еще очередь. So they have trouble making friends. И это опять же приводит к тому, что тяжело заводить друзей. And now that they're in school, we start to see IQ problems or specific learning problems. И когда они уже приходят в школу, мы часто можем наблюдать, что у них проблемы с интеллектом и, возможно, проблемы с обучением. Sleep problems certainly can continue. И также продолжаются проблемы со сном. And sleep certainly continues to be a very important part of any therapy. И сон — это очень важная часть любой системы поддержки и терапии. We're all very cognizant of this because we all have jet lag. И мы все сейчас очень хорошо это понимаем, потому что у нас у всех из-за задержки во времени мы приехали сюда и не очень соображаем. So we have a lot of resources in the school. У нас есть очень много ресурсов в школе. You will hear us all complain that we don't have enough, but we do have a lot. Мы все время жалуемся, что у нас недостаточно всего, но на самом деле у нас достаточно много чего есть. So I was talking about educational health in the previous slides. Я уже говорила про то, что в здоровье есть также компонент образования. If you can get help within the school, whether it's developmental help or psychological help, И если вы можете получить поддержку в школе, например, с развитием, психологическую поддержку, I always recommend doing that. я всегда рекомендую, чтобы к этому обращались, к этой помощи. It is better for the children to stay in the environment where they belong. Потому что ребенку всегда лучше, если он находится в той самой среде, где он и должен находиться, Than always to be singled out and taken out of school for appointments somewhere else. чем вытаскивать его из школы и забирать его с уроков, чтобы он пошел и пришел на обследование к специалисту. My feeling about school-age children is generally they just want to fit in and make friends and do well. Вот из моего опыта, что я чаще всего вижу, что дети школьного возраста, единственное, что им действительно хочется, это чтобы они выглядели так же, как все, и чтобы они себя чувствовали комфортно в группе, в школе. And so everything that we can do to support them having just a normal life with the other kids. Так что все, что мы можем сделать, чтобы каким-то образом поддержать их просто обычную нормальную жизнь с другими детьми, That should be our goal. это и должно быть нашей целью. And I think it's important for us to recognize that what we call bad behavior is probably them reacting to some previous experience that they had.
И что нам нужно понимать, это что очень часто, что какие-то проблемные поведения, это они реагируют на что-то, что произошло до этого. So our role as adults and teachers and doctors and parents Так что наша роль как учителей, как врачей, как родителей is not to tell them to change and be better, but to give them actual behaviors that they can do differently and to help the teacher, for instance, create an environment that makes it easier. это не просто им сказать, что они что-то делают не так, а дать им, научить им каким-то новым поведенческим привычкам, которые им помогут добиваться больше успеха, и чтобы учителя им были довольны, и чтобы им было проще и легче справляться. How many people take care of adolescents right now, or parents of adolescents, or work with adolescents? Как много в аудитории у нас людей, которые работают с подростками, либо родители детей и подростков, либо делают поддержку для подростков. It's fun, right? Это очень весело, правда? So things get more complicated in adolescence for a lot of reasons. С подростками обычно сложнее, и есть на это очень-очень много разных причин. So any neurodevelopmental or neurocognitive problems Многие нейроповеденческие и нейрокогнитивные проблемы, that they have will continue, которые у них уже были, они будут продолжаться. but they will be asked to do more. More will be expected of them. Но при этом ожидания от этих детей, они все растут и становятся все выше и выше. So we're more likely to see their deficits, and they're more likely to become frustrated. Соответственно, мы еще больше будем замечать, если у них есть какие-то дефициты, а они будут еще более фрустрированы, потому что от них все время что-то требуют. So even though the kids may be developmentally delayed, they still have the normal adolescent drive is to separate from the parents and develop an independent life so that rebellion and trying out new things is still going to be there. И несмотря на то, что, возможно, у них есть задержка в развитии, то, что очень типично для подросткового поведения, оно все равно будет там. Они все равно, возможно, хотят отделиться от родителей, возможно, они хотят протестовать и делать что-то не так, как им говорят. But kids may not have the judgment to know what's really too far. Но при этом, возможно, у них нету, они не могут на самом деле осознавать, что такое уже переходить совсем все линии, уже заходить куда-то, чего делать совсем нельзя. They're less likely to know who to trust. Они, скорее всего, будут меньше понимать, кому можно доверять. And so the thing to remember is we worry about this in all adolescents. И очень важно понимать, что мы о таких проблемах, в принципе, волнуемся со всеми абсолютно подростками. But these sorts of challenges are likely to be worse in kids who are in foster care. Но, скорее всего, будет еще тяжелее с этими же проблемами бороться, когда мы говорим про детей в приемных семьях. So the things that we worry about in adolescence, drug use, dangerous behavior, and sexual activity, И вот, например, то, о чем мы обычно чаще всего боимся, когда мы говорим о подростках, соответственно, употребление наркотиков, сексуальное поведение, and risky behaviors, а также injury. просто нанесение вреда и какое-то рискованное поведение. These are more likely to occur in kids who don't have that stable early life. Это будет проявляться еще чаще с теми детьми, у которых не было какой-то стабильности в младенческом Or возрасте. certainly if they have fetal alcohol effects. И особенно, если у них есть фетоалкогольный синдром. So we need to continue to monitor them for their educational achievement and their educational abilities. Соответственно, нам нужно продолжать следить и делать мониторинг с тем, как проходит их обучение. You'll need to continue to supervise them probably more than you would children that you've raised from birth. И, скорее всего, вам придется следить за ними немножко больше и чаще, чем за теми детьми, которые были в вашей семье с самого рождения. Although anybody who has raised adolescents knows that, you know, one child can need one thing and another child can need something completely different. Хотя, наверное, все, кто когда-либо воспитывал подростка, знают, что вот одному ребенку нужно одно, а другому ребенку нужно абсолютно другое. So you want to continue to supervise them. You have to think about future plans. Так что вам нужно продолжать воспитывать ребенка, а также нужно думать про какие-то планы на будущее.
If children really do have serious neurocognitive dysfunction, you're going to have to plan for their living situation as adults. И, соответственно, если у детей действительно есть какие-то серьезные нейрокогнитивные нарушения, то вам придется каким-то образом планировать их, что они будут делать, когда они станут взрослыми. As always, my refrain as a pediatrician is sleep continues to be very important, nutrition continues to be very important, and physical activity continues to be very important. И как педиатр я все время повторяю, что сон — это все еще очень важно, и нужно обязательно за этим следить, что здоровое питание — это очень важно, и за этим нужно продолжать следить, а также физическая нагрузка — это невероятно важно, и это тоже нужно продолжать. Oh, yes. Указ несколько раз был мелатонин, он рекомендуется детям в таблетках принимать для регуляции сна. Насколько, если следует, безопасен он для детей? So they're talking about melatonin, and in tablets it's usually prescribed for adults to help them sleep. Is it safe for children? Yes. We use it often with children. Мы используем его с детьми достаточно часто. Yeah, I know it's mentioned on the slides. I didn't talk about it, but yes, the Да, behavioral я знаю, что это есть на слайде, я немножко не поговорила, потому что мы быстро идем. She's just wondering because in her case they have some trouble sleeping. That's what she was wondering if it's safe. Yeah, no, the behavioral pediatricians very often will use it for children. Да, очень часто поведенческие терапевты, психологи будут использовать для детей в том числе. Very often people will use more than they need. Очень часто, правда, единственная проблема, что люди будут использовать больше, чем нужно. It really should be taken about 2 hours before bedtime. И лучше всего принимать за 2 часа до того, как идти спать. And most kids with just 1 milligram, that's plenty. И чаще всего для ребенка 1 миллиграмм — это уже очень много. Ну, то есть достаточно. I'm glad you brought that up because it brings me back to medications. I talked yesterday about kids being over-medicated. И я рада, что вы подняли этот вопрос, потому что вчера я уже достаточно много говорила про медикаментозные способы, и очень часто детям дают слишком много таблеток и слишком много медикаментов. So certainly in adolescence, this is a really big problem. We have a lot of adolescents who are on 3, 4, or 5 psychiatric medications. И особенно для подростков это очень частая проблема, потому что мы часто встречаемся, у нас есть подростки, которым прописаны они на 3 или 4 типах разных таблеток для регуляции именно психического здоровья. And there are a lot of reasons for which this happens. И есть очень много причин, почему это происходит. I'm not a psychiatrist. Certainly, I think there are some kids who really do need a lot of medication. Я сама не психиатр, и да, я понимаю, что есть дети, которым действительно нужны медикаменты для того, чтобы преодолеть какие-то их проблемы. But too often it happens because the other pieces of the picture aren't in place. Но очень часто это происходит потому, что остальные куски картины, они не там, то есть, соответственно, они не сделали комплексную оценку. What I recommend for the parents and the other people who work with kids in foster care in the room is when a child is on a medication, ask the doctor exactly what is this for, what symptoms are we treating, what should I be looking for, do we need to keep taking it? И, соответственно, чтобы я вам всем порекомендовала, и как родителям, и как людям, которые работают с поддержкой, и кто работает с семьями, с приемными семьями, узнайте, какие таблетки прописаны, спросите у врача, почему именно эти таблетки, от каких именно симптомов мы их принимаем, нужно ли их продолжать принимать, и хорошо ли они работают. Sometimes kids will get on more than one medication because they see more than one physician. И очень часто прописывают больше, чем один тип медикаментов, потому что ребенок ходит больше, чем к одному врачу. And the other thing that happens in the United States, I don't know if you have the same, if this would happen here, but if I call in a prescription to the pharmacy. Но вот еще что часто происходит в Соединенных Штатах, я не знаю, так же ли происходит в России, что, например, если я позвоню фармацевту. And say it has 3 refills. And then the next month I change it and I say, let's not use that, let's use this one. И я сначала им скажу, давайте пропишем вот эти медикаменты, а потом я поменяю через пару месяцев свое мнение и скажу, давайте перейдем на другие. The foster parent or the pharmacy still has the first prescription and now also has the second prescription. And the foster parent goes in and isn't a doctor
And the pharmacist says, do you want both of these? And the foster parent says, I guess so, they were prescribed. И что в итоге получается, что у фармацевта, у них в аптеке есть рецепты и на первое лекарство, на второе лекарство. Приходит приемный родитель в аптеку, чтобы покупать лекарства, и спрашивает, что мне там нужно. Ему фармацевт, ну вот у меня есть рецепт на это. Вам и то, и другое дать? А поскольку приемный родитель все-таки не врач, он говорит, ну да, раз прописано, значит будем покупать все и давать все таблетки. So always ask. Так что всегда нужно спрашивать, уточнять. I seem to have left out the slide about adults going to jail, essentially. Ну так получилось, что, по-моему, в этой презентации мы пропустили слайд про то, что взрослые иногда оказываются в тюрьме. But the point is that we know that children who have fetal alcohol syndrome and children who grow up in chaotic environments and move to different homes are more likely to end up in jail when they are, to get involved in criminal activity and end up in jail. Ну, в общем, вся суть этого слайда была в том, что мы знаем из исследований и статистики, что дети, люди, у которых есть фетоалкогольный синдром, либо которые были в приемных семьях, они чаще попадают или если они росли в какой-то в хаосе, в непонятной обстановке, то они чаще оказываются вовлеченным в какой-то криминальной активности и чаще попадают в тюрьму. I read a study once where 7 out of 10 people in jail in the United States had a language disorder. А я также читала одно исследование, где было написано, что 7 из 10 заключенных в Соединенных Штатах Америки, у них были нарушения, связанные с речью. And you can see how someone who doesn't really understand the rules would be more likely to be either manipulated or into doing criminal behavior or just to do it because they don't really get the consequences. И достаточно легко представить, что наверняка человек, который не очень понимает правила, социальные правила, а также речь, их гораздо легче манипулировать и ввести в какую-то криминальную активность, либо они с большей вероятностью будут нарушать правила, которые они не понимают, и в итоге оказываются в тюрьме. So now I'm going to turn it over to Dr. Возняк, who's a neuropsychologist, who is going to talk about specific programs and skills that can help you. After I've told you, I just refer to him. А сейчас мы предоставим слово доктору Возняку, который нейропсихолог, и он будет говорить о разных программах помощи и поддержки, которые можно использовать при тех проблемах, которые только что Амелия рассказала нам. So thank you for your attention. Спасибо большое. Can we hold it till later? Можно потом будет задать вопросы, сейчас чтобы... Okay. All right. Yes. Are you okay doing the clicker? I think so, sure. Okay. You won't recognize most of it, but... Yeah. I have here. Okay. Good afternoon. Добрый день. So I am a pediatric neuropsychologist. Я педиатр, нейропсихолог. My training is in psychology. Мое образование психологическое. And I specifically work with children with developmental disabilities. И я работаю специфично я работаю именно и фокусируюсь на работе с детьми с Developmental. С нарушениями развития. And I also do research. А также я исследователь. Which some of you heard about my research on fetal alcohol spectrum disorders. И некоторые из вас уже слышали некоторые мои исследования про фетоалкогольный синдром. So today I'm going to talk more generally about development. И сегодня я более обще буду говорить про развитие. And I want to start with some principles of development. И я бы хотела начать с некоторых принципов развития. That will help us all think about how to design programs for high-risk children. Которые нам всем помогут понять, каким образом нужно делать программы помощи для детей в группе риска. Okay.
Is it the right one? Yeah. Yeah. So 2 critical points to start with. Итак, два основных пункта, с которых нужно начать. Children require different interventions at different ages. Детям необходимо разное вмешательство в разном возрасте. And not all children follow the same developmental path. И не все дети развиваются одинаковым путем. A second point is that development is sequential, or it goes in a very orderly way. А второй пункт, который очень важный, это то, что развитие происходит последовательно. Соответственно, есть некоторые последовательности событий, которые происходят и приводят одна к другой. And development is additive, or the pieces stack on top of each other. А также развитие, оно аддитивно, соответственно, оно наслаивается друг на, соответственно, прошла одна стадия, потом следующая наверх нее и так дальше, далее. So if pieces of development are missing or out of order, this can be a problem. Соответственно, если некоторые элементы развития отсутствуют, или если они прошли не типичным образом, то это может в итоге привести к какой-то проблеме. And it can be difficult to recover the sequence if you are several steps off the И, path. соответственно, будет тяжело достаточно выстроить и помочь правильно сделать последовательность развития, если некоторые ступени развития мы пропустили, либо они пошли немножко не так. So this is really a core feature in our understanding of how to intervene with children when something has gone wrong. И, соответственно, это такой основной фундамент для того, чтобы мы понимали, каким образом нам делать систему поддержки и вмешательства для детей. This developmental sequence that I talked about being very orderly Вот эта последовательность развития, о которой я говорил, которая проходит по определенному порядку, is based in the fact that brain development is very orderly. это все исходит из того, что развитие мозга, оно проходит определенные ступени, и они организованы определенным образом. I first started out my studies as a psychologist working on infant development. Когда я только начинал свое образование и исследования, я фокусировался на том, как развиваются младенцы, как их мозг развивается. I worked with a child psychologist who developed a test for infants. И я работала с детским психологом, который разработал определенный тест для младенцев. And this scale was translated into 13 or 14 languages. И в итоге эту шкалу перевели на 13, а возможно даже 14 языков. Russian was one of those. И русский — это один из этих языков. And I studied the statistics and the data. И я изучала статистику и эти данные. And it was very striking or noticeable to me how similar the patterns of development were. И что меня достаточно удивило, и что из данных прямо было легко, было очень заметно, что паттерны развития были очень похожи. Especially within that first year or two of life. Особенно в течение вот этих первых 1 или 2 лет жизни. So we talk about child development as having a series of milestones or time points or checkpoints. Так что, когда мы говорим про развитие ребенка, мы обычно говорим про какие-то ступени, какие-то временные отрезки или какие-то достижения, через которые мы обычно проходим, стадии, степени. And we also talk about the idea that there are certain windows of time that a child passes through. А также мы обычно говорим о том, что вот в какие-то моменты у нас есть возможность что-то выучить, окно открывается для того, чтобы сенситивный период, а потом сенситивный период заканчивается. And during these sensitive periods, development can happen easily. И во время этих сенситивных периодов развитие может проходить достаточно легко. Outside of the window, development is much harder. А когда уже сенситивный период закончился, то развитие становится немножко сложнее. And there are many of these windows. И достаточно много таких вот периодов.
This is a complicated graph, but I Это will очень сложный explain, график, но я постараюсь как-то его объяснить. I will explain a few simple points to show you what this is all about. Я постараюсь просто несколько простых примеров и объяснить достаточно просто, что там происходит. Along the bottom of the scale, we have age. Внизу у нас возраст, And the other axis represents the speed of development or the amount of activity in development. а по шкале Y, соответственно, у нас скорость развития. And you can see that for different functions, there are different curves. И как вы можете посмотреть, там для разных функций кривая проходит по разной траектории. Right. So, for example, very early on in development, you have very important things like the senses are being developed. Вот, например, на совсем ранних стадиях мы видим, что такие очень важные функции, как чувства, ощущения, они начинаются развиваться. And the way the brain processes information from the sensory organs is happening very early on. А также то, как мозг обрабатывает информацию, которая поступает через сенсорные каналы, это начинается очень-очень рано, на ранних стадиях развития. And these correspond to what is actually happening with the brain development itself. И это происходит именно таким образом, потому что это также соответствует тому, как развивается мозг в этот момент. So some of these lines indicate what's happening with the myelination in the brain. И, соответственно, вот эти зеленые полоски, которые вы видите, они показывают то, как происходит миелинизация, когда у нейронов накапливается жировая оболочка, миелин. And you can see that later in development, the higher functions of the brain are developing. А потом мы смотрим, что на более поздних стадиях развития более высокая нервная деятельность начинает развиваться. So within this graph, you see different developmental windows. Соответственно, на этом графике вы видите несколько сенситивных периодов. And you can think about opportunities, И можно думать о возможностях, but also risk periods during this development. а также о возможных рисках во время развития. There is a concept called toxic stress in Есть такой neurodevelopment, концепт, который называется токсический стресс в неврологическом развитии, in which we think that stressful events in the environment actually change the development of the brain. И в основном, что это значит, что означает этот концепт? Что стрессовые ситуации, они влияют на развитие. They change it structurally and also chemically. На развитие мозга. Они влияют и на структурное развитие мозга, и на химическое, на то, что химически происходит в мозгу. So here we're talking about attachment, Соответственно, мы говорим о таких вещах, как привязанность, which is a built-in biological process that causes the baby to attach to the mother. который, на самом деле, биологический процесс, который уже встроен в человека для того, чтобы ребенок привязывался к маме Also the father. и папе. And this is a very important process for the baby to learn to control its emotions. И это невероятно важный процесс, который критично, чтобы ребенок этот навык приобрел для того, чтобы учиться саморегуляции. So we know if there is a disruption in this first year of life with attachment, Так что мы знаем, если у нас есть какое-то нарушение или если у нас есть прерывание привязанности в течение первого года жизни, that child at the age of 14 may still have consequences of that. то очень вероятно, что у этого ребенка, даже когда ему будет 14 лет, все еще он будет страдать от последствий того, что случилось, когда ему был 1 год с привязанностью. So, for example, children with attachment problems have higher rates of psychiatric disorders. Но вот, например, есть связь того, что дети, у которых были проблемы с привязанностью в детстве, у них, когда они вырастают, бывают чаще психоневрологические расстройства. So this is just one example of the idea that development builds on itself. И это один из примеров того, что развитие строится на развитии. Соответственно, разные стадии, они все в итоге
входит такое. So again, it gives us an opportunity to intervene with mothers to teach attachment, which I'll talk about. И, соответственно, это дает нам понимание того, что мы можем, что есть возможность делать систему вмешательства для мам, чтобы они строили привязанность. And to avoid problems in attachment, if we can. И что, по идее, нужно делать систему вмешательства, чтобы попытаться предотвратить возможность этих проблем с привязанностью. So foster children or children in the care system are at high risk for some of these developmental problems. И чаще всего дети в приемных семьях, а также дети в приемных домах, у них чаще случаются проблемы с привязанностью. For example, children who have been exposed to alcohol, 80% of them have attachment problems. Также, например, есть исследования, которые говорят, что дети, 80% детей, которые каким-то моментом были подвержены воздействию алкоголя, у них также были проблемы с привязанностью. And if a child is removed from a biological mother and placed in care, А также, если ребенок изъят от своей биологической мамы и его направляют в приемную семью, there can be problems with attachment depending on the age. То могут возникнуть проблемы с привязанностью в зависимости от возраста. Okay, this is toxic stress. Okay. So, for example, a child who is living in a stressful environment. Вот, например, если ребенок живет в стрессовых условиях, And is without the biological mother, и его биологической мамы рядом нет, who would normally provide the comfort and regulation, которая по идее давала ему возможность саморегуляции, that child's physiology, nervous system will be disrupted. его физиология и его нервная система будут получать проблемы. And this can lead to permanent changes in the way the brain handles emotions. И это может привести к последствиям, которые уже будет не поменять в том, как его мозг развивается. For example, a child 10 years later may process information differently when they are under stress. И, например, возможно, через 10 лет, уже после их младенческого возраста, ребенок будет обрабатывать информацию по-другому, когда они в стрессовых условиях. Or they may experience stress in a very dramatic way. Или, возможно, то, как они будут воспринимать стресс, и то, как они себя будут чувствовать в стрессовой ситуации, будет очень драматичным. And some of this biology is well studied and understood. И очень много из этих биологических аспектов, они очень хорошо уже исследованы, и достаточно хорошее понимание этих аспектов есть в науке. We don't need to understand all of the details of this. Нам не нужно понимать все детали и все слова на этом слайде. But this is one example of a system in the body and the brain. Но это один пример системы, которая находится в мозгу и в теле человека, That is very reactive to the environment. которая очень сильно реагирует на окружающую среду. And actually has permanent results on how the brain develops. И в итоге приносит сильные изменения, которые уже не изменить, в то, как развивается мозг. So, for example, in this system, Например, в этой системе we know that stress causes changes to the cortex of the brain. мы знаем, что стресс приносит изменения в кору мозга, That we can see years later. которые мы потом можем наблюдать даже через несколько лет. And a child who experiences stress during one of these critical windows И, соответственно, если ребенок испытывает стресс в одном из сенситивных периодов, may go on to develop problems with concentration, в итоге у них могут быть нарушения с концентрацией, and may have problems understanding how to plan, organize,
and regulate their behavior. И, возможно, у них будут проблемы с тем, как организовывать что-либо и как регулировать свое поведение. And it is a direct result of hormones and hormones changing the brain. И это все происходит из-за гормонов и то, как гормоны влияют на развитие мозга. And the hormone response is a direct result of the environment. А почему эти гормоны вырабатываются? Потому что это прямая реакция на окружающую среду. So I want to introduce another concept that we call secondary disability. И еще один концепт, которым я хотела вас познакомить, это вторичные нарушения. I think Dr. Burgess had a very similar figure in one of her slides. И мне кажется, что вот у доктора Бургес у нее тоже была очень похожая фигура на слайде. Yeah. And the idea with secondary disability is that there are insults early on. И вот что важно про вторические нарушения, знать, что они обычно начинаются достаточно рано. And consequences that follow later in development. А их последствия в итоге проявляются гораздо позже. Because of the child's personality. Возможно, из-за личности ребенка. Problems processing information. Возможно, проблемы с обработкой информации. Lack of social skill development. Возможно, будет меньше происходить развитие социальных навыков. Learning disabilities. Проблемы с обучением. And this is a problem, but also another opportunity. Это проблема, но также это еще одна возможность для вмешательства. Because if we are smart and we think about the pathway, потому что если мы хорошо подумаем, то if we're smart about thinking ahead, потому что если мы будем задумываться о том, что будет происходить дальше, and we study the pathway or the road to these secondary disabilities, и если мы начнем думать заранее о том, что все-таки приводит к этим вторичным нарушениям, we can do more to prevent them, мы можем сделать больше, чтобы убедиться, что их не случится. even though we can't do anything about the early insult. И даже несмотря на то, что мы уже ничего не можем вернуться в прошлое и изменить что-то, что было там в самых ранних стадиях. So these are examples of primary disabilities. А сейчас на слайде вы можете посмотреть на примеры первичных нарушений. For example, a child may have lower intelligence Например, у ребенка может быть пониженный интеллект, or slow information processing, либо у него будет задержка в обработке информации, or problems remembering, либо проблемы с памятью, or problems communicating socially. либо проблемы с социальной коммуникацией. And these may be related to how the brain has developed. И это связано с тем, как развивался мозг. And they may be permanent. И, возможно, с этим уже ничего не сделать, и эти последствия останутся навсегда. Here are some examples of Okay, here are some examples of secondary disabilities А вот здесь несколько примеров вторичных состояний, that could be the consequences of those primary disabilities. которые, возможно, развились, потому что были первичные нарушения. So these are the things we think may be preventable. И вот мы сейчас думаем, что, возможно, этих нарушений, этих состояний можно избежать. We know that the children with these primary disabilities are at high risk. Мы знаем, что дети, у которых есть эти первичные нарушения, они в группе более высокого риска. And we can't necessarily fix the brain, И, скорее всего, у нас не получится исправить мозг. but we can look for and try to stop these secondary disabilities. Но при этом, вот что мы можем сделать, это мы можем пронаблюдать вторичные нарушения и постараться их остановить. So they include things like mental health problems, И они включают в себя проблемы с психическим здоровьем, school disabilities, нарушения, связанные с образованием и с успехом в школе, problems with the law, breaking the law, проблемы с законом, мы как говорили про тюрьму,
inappropriate sexual behavior, неуместное сексуальное поведение, and the development of alcohol and drug abuse. а также проблемы с алкоголем и наркотиками. So we see all of these problems as having a very long road to development. И вот мы смотрим на все эти проблемы, и это обычно не очень, это достаточно большой путь проделывает ребенок, чтобы развить эти проблемы. And there are many points along the road that we can think about intervening. И есть очень много разных возможностей на протяжении развития ребенка, когда мы можем сделать вмешательство, чтобы избежать этого. Some involve the child, Некоторые из них включают ребенка, some are physical, некоторые из них физические, some are psychological, некоторые из них психологические, some involve the parents, некоторые из них включают родителей, and some involve changing the community. а некоторые включают в себя изменения, которые нужно сделать в обществе. So these are some of the risks that we think about for those secondary disabilities. И вот здесь на слайде некоторые риски, о которых мы думаем, когда мы говорим про вторичные нарушения. One is the age of the child. Первое – это возраст ребенка. So a baby being removed from its mother and losing that attachment period Вот, например, маленький ребенок, младенец, когда его забирают из семьи, и он теряет эту привязанность с биологической мамой, may be at high risk for having attachment problems. у него, возможно, будет больше риск проблем, связанных с привязанностью. In a very different way than an 8-year-old being removed from the parents. И будет совсем по-другому это выглядеть, если 8-летнего ребенка забрать от родителей. Another risk factor would be the presence of abuse or violence. Еще один фактор риска – это наличие жестокого обращения или насилия в семье. So we know that exposure to abuse and violence causes this toxic stress reaction. И мы знаем, что наличие вот этого, если ребенок встречался с жестоким обращением или видел насилие, или был жертвой насилия, то это вызывает вот этот токсический стресс, о котором мы говорили. So intervening in a family and removing a child where there is abuse and violence can be very effective. Соответственно, вмешательство в этот момент или изъятие ребенка из семьи, в которой происходит насилие и жестокое обращение, это может быть хорошим вмешательством для ребенка, чтобы избежать риски от этого фактора. And with families with multiple children, it can be even more effective for the younger children. А в семьях, в которых, например, есть несколько детей, обычно это приводит еще больше результатов для младших детей в такой семье. We know that children who are neglected in terms of their basic needs are at high risk. Мы знаем, что дети, у которых их основные потребности игнорируют, то у них выше риск. And we know that when there is a mental health problem in the family, this is also high risk. А также мы знаем, что если есть расстройство психического здоровья в семье, то это тоже вызывает больший риск для вторичных нарушений. I'll give the example of depression in parents a little bit later, but this applies to many mental health conditions. Позже я приведу пример с тем, как депрессия в семье у одного из родителей может приводить к вторичным нарушениям, но это может быть любое расстройство, психическое расстройство. In many cases, the approach with mental illness is to try to treat the parent's mental illness. И очень часто какой подход используется с таким фактором риска, это попытаться осуществлять поддержку и излечать те расстройства, которые есть у родителей. And there are now many good studies showing that this is effective for the child's development. И сейчас очень много исследований, которые показывают, что это положительно влияет на развитие ребенка. One final risk for secondary disabilities is changes to the environment or disruptions. И последний риск, который есть на этом слайде, который мы для вторичных нарушений, это изменения в родительской среде и в среде воспитания. In which the child has a hard time predicting what is going to happen. И когда ребенок находится в среде, где все постоянно меняется, ему сложнее предсказывать, что будет дальше.
or does not have a clear routine, Или, возможно, у него нет определенной рутины, определенной последовательности. or experiences very different parenting techniques. Возможно, он все время, его опыт, что родительские техники, которые к ним применяются, все время меняются. So these are all points at which professionals can think about intervening in a smart way. Соответственно, на эти все факторы, когда мы смотрим, это то, как профессионалы могут думать о том, как лучше разрабатывать системы вмешательства. But it requires a balance of all of these different factors. Но при этом нужно учитывать и делать баланс всех этих факторов. You can see that in some cases removing a child might be protective. И вот как вы видите, в некоторых случаях, например, изымать ребенка из семьи, это поможет, это хорошее вмешательство. And in other cases, treating the parents might be a more effective approach. А в других случаях, например, предоставлять лечение и предоставлять поддержку родителям, это будет более хорошим вариантом для вмешательства. I think maybe we'll do one or two more slides and then go to the break. Мы сейчас еще 1 или 2 слайда пройдем, а потом пойдем на кофе-брейк. So I wanted to just give you one example of the cycle. Я хотела привести один пример цикла. So imagine that we have a child who has a developmental delay. Представим, что у нас есть ребенок, у которого задержка в развитии. And maybe this is a child who has a learning disability. И, возможно, у этого ребенка есть какие-то проблемы с обучением. And many children who have learning problems also have problems regulating their behavior. И очень часто, если есть проблемы с обучением, то, возможно, еще есть проблемы с саморегуляцией. So the primary problem is that the child has a delay. И, соответственно, первичная проблема – это то, что у ребенка есть задержка. They have problems controlling behavior. Потом у них есть проблемы с тем, чтобы контролировать поведение. And this leads them to be rejected by other children. И из-за этого другие дети их отвергают. And ultimately, this leads to the child having low self-esteem А в итоге это приводит к тому, что у ребенка низкая самооценка. or feeling bad about themselves. Либо они просто плохо думают о себе. This actually causes their behavior to worsen. И в итоге это приводит к тому, что их поведение еще ухудшается. And then this part of the cycle intensifies or gets worse. И в итоге эта часть цикла, она становится еще более интенсивной и становится еще хуже. And as the child moves from 6 to 7 to 8 to 9 years old, И вот как ребенок взрослеет, ему 6, 7, 8, потом уже ему 9 лет, they can become more isolated они становятся еще более изолированными. and have fewer friends И у них все меньше и меньше друзей. and may be ignored by other children. И, возможно, другие дети их игнорируют. And this ultimately can lead to patterns like developing drug or alcohol problems И в итоге это, возможно, может привести к тому, что они начнут употреблять наркотики, in adolescence. когда они станут подростками. This is just one example to show you how we start with one problem, И это просто один пример того, как мы начинаем с одной проблемой, and then throughout development there are a series of failures. и в итоге на разных стадиях развития у нас получаются разные проблемы. But at each point there might be opportunities as well. Но на каждой из этих стадий на самом деле есть возможности для вмешательства. In this case, maybe the child could be taught to regulate their behavior. Возможно, на этом примере ребенка можно научить, как регулировать свое поведение. Or they could be taught specific social skills. Либо их можно обучать определенным социальным навыкам. And they could get special education help. А также им можно помочь с специальным образованием. Or someone could find some area of life that the child is particularly doing well in. Возможно, кто-то может им помочь найти какую-то область в жизни этого ребенка, в котором они успешны. And the idea is to prevent the long-term consequences. И вот что мы на самом деле хотим, мы пытаемся сделать так, чтобы не было каких-то последствий, которые будут долгоиграющими.
All right, so I will do this one last slide and then we'll stop for the break. Сейчас пройдем последний слайд и потом пойдем на перерыв. We know that there are some of the risks are things that I already spoke about. Мы уже знаем, что есть некоторые риски, которые я уже описал. And in our system in the United States, we are set up to evaluate children during these high-risk periods. И так система у нас работает в Соединенных Штатах, что мы должны, и по идее система организована так, что в разные сенситивные периоды мы должны делать определенные оценки для детей, чтобы выявлять эти факторы риска. So, for example, at the age of 3 or 4, Ну, например, когда ребенку 3 или 4 года, every child who is going to go on to school is evaluated каждый ребенок, который пойдет в школу, ему делают оценку, to see if they have developmental delays чтобы посмотреть, есть ли задержки в развитии, with their speech, с речью, their intelligence, с интеллектом, their motor skills or physical skills, с их моторными физическими навыками, their social development. их социальное развитие. Now, recently, they're evaluated for autism. Также сейчас еще, только недавно начали, их оценивают, смотрят, есть ли у них расстройство аутического спектра. And we've had a huge increase in assessments at younger and younger ages. И все больше и больше у нас становится больше оценок и еще более ассессментов на более ранних стадиях. So having a diagnosis may sound bad, И это может звучать достаточно плохо, если у тебя есть диагноз. like being diagnosed with intellectual delays Например, если ставить диагноз, что есть какие-то интеллектуальные задержки or fetal alcohol spectrum disorders, или фетоалкогольный синдром. but it's actually protective Но на самом деле это защищает и помогает. because it gives the parents and the school system a plan Потому что тогда школа и родители могут планировать. and some ideas about what to work on preventing. А также дает некоторые идеи о том, над чем нужно работать и что нужно предотвращать. Another set of protective factors involves the family. Также еще факторы, которые представляют защиту, это семья. So we know that having a stable and nurturing family is protective against those primary disabilities that I talked about. И мы знаем, что если есть любящая, заботящаяся семья, то это является защитным фактором для тех нарушений, о которых мы говорили. And having a stable family can prevent things from moving to the secondary disability. А также, если есть стабильная, заботящаяся семья, то это может помочь, чтобы нарушения не переходили во вторичную фазу. And we know that the parents' confidence and effectiveness also is a huge factor. А также мы знаем, что эффективность, а также уверенность родителей тоже являются защитным фактором. So parents who are confident in their ability to manage a child's behavior are more effective. Так что мы знаем, что те родители, которые более уверены в том, что они могут помочь ребенку, они более эффективны. Parents who understand that their child has autism or a developmental delay are more effective. И мы знаем, что те родители, которые знают, что у их ребенка есть диагноз, либо аутизм, либо какое-то другое нарушение, любой другой диагноз, они более эффективны. A parent who understands that the child's brain may be causing them to behave a certain way Родитель, который понимает, что это, возможно, развитие мозга, что влияет на другое немножко поведение ребенка, is less likely to become angry and violent or abusive to the child. С меньшей вероятностью будет фрустрированный, будет агрессивно реагировать на поведение ребенка. And more likely to do problem solving and strategic thinking. И вместо того, чтобы быть агрессивным, он скорее будет пытаться решать эти проблемы и прогрессивно пытаться строить какие-то планы. Okay, everyone looks like they need coffee. Все выглядят так, как будто вам нужно кофе. So let's take a break. Так что давайте выйдем на перерыв. So before we left, we were talking about protective factors.
Перед тем, как мы вышли на перерыв, мы говорили про защитные факторы for the secondary disabilities. для вторичных нарушений. This is a complicated slide, Это очень сложный достаточно слайд, but it illustrates some of the pathways that we think about connecting with these secondary disabilities. но он нам немножко показывает о том, какой вообще путь проходит и каким образом связаны различные вторичные нарушения. And here we bring in the idea that we have some systemic problems. И вот здесь вот мы вас знакомим с той идеей, что есть некоторые системные барьеры, системные проблемы, That actually create, that prevent us from protecting children against these secondary factors. которые мешают нам защищать детей от этих вторичных нарушений. So one of the problems that you've heard about in the United States is lack of access to certain services. И вот, например, один из этих факторов, который часто происходит в Соединенных Штатах Америки, это отсутствие доступа к услугам. Or the complexities of paying for services. Либо то, что система того, как оплачивать эти услуги, она очень сложная. And I know that the difficulties are different in Russia. И я знаю, что наверняка некоторые сложности, они немножко другие в России. And the point of this slide is to really begin for all of us to think about how these system issues interfere. И вообще, почему я сделала этот слайд, это чтобы мы начинали задумываться о том, каким образом система мешает и каким образом система ставит какие-то барьеры. So I gave a simple example earlier of how professionals in the US are trying to overcome one problem. И до этого я приводил пример того, как профессионалы в Соединенных Штатах пытаются справиться с одной проблемой. And that is the idea of early intervention. И этот метод — это попытка раннего вмешательства. And evaluating all children before the age of 3 or around the age of 3. И попытка того, чтобы делать обследование и делать оценку ребенка до того, как им исполнится 3 года. High-risk children are evaluated even earlier than age 3. А если ребенок попадает в еще более высокую группу риска, тогда его стараются провести комплексную оценку еще до возраста 3 лет. So one of the efforts in terms of dealing with systems has been to evaluate these children early and get them to the right places. И, соответственно, вот что пытались сделать на системном уровне, это сделать так, чтобы детей оценивали на еще более раннем этапе, чтобы успели найти, каким специалистам их дальше направить для вмешательства. Okay. So these are some qualities or characteristics of prevention programs. Вот здесь на слайде представлены некоторые характеристики профилактических программ. We believe that programs need to be available across the lifespan. И мы считаем, что такие программы должны быть в доступе не только для маленьких детей, а в принципе на всем протяжении жизни. And we can think about prevention at the prenatal stage. И мы иногда говорим про профилактику до рождения ребенка, пренатальной стадии. Being different from prevention at the infancy stage. И что такая профилактика будет отличаться от профилактики в младенчестве. Which is different from prevention at the kindergarten or school age. Которая будет отличаться уже от профилактики в дошкольном возрасте и в школьном возрасте. And is different from adolescent prevention. И она будет отличаться от профилактики в подростковом возрасте. But each of these steps can be thought of as forward thinking, thinking ahead. Но каждый из этих профилактических шагов, они могут рассматриваться как шаги, когда мы смотрим про то, что будет появляться потом. То есть мы, соответственно, планируем на будущее. Not only trying to address the current problem, but to prevent the future problem. Соответственно, не только обращать внимание на те проблемы, которые сейчас проявляются, а также делать профилактику. And prevention also needs to be individualized. А также профилактика должна быть подстроена под индивидуальные нужды. Because different families have different abilities to deal with the same problems.
Потому что у разных семей есть разные возможности каким-то образом справляться с разными проблемами. Prevention also needs to be whole or comprehensive. А также профилактика должна быть многосторонней. So a particular child with a high risk might need intervention from a psychologist, То есть определенный ребенок, например, ему может быть нужна поддержка и вмешательство профилактика от психолога, from the teachers, от учителей, from the pediatrician, от педиатра. and intervention for the parents at the А same также time. нужно вмешательство и для родителей, и все одновременно. And the hard part is coordinating all of that, making sure it all happens. И самое сложное во всем этом — это скоординировать всю эту работу и сделать так, чтобы каждый ее элемент присутствовал. And, as I mentioned, development requires these programs to change over the course of the child's life. А также, поскольку, как я уже говорила, ребенок развивается, это значит, что и вмешательства должны меняться, и профилактика должна меняться постепенно с тем, как он развивается. So by no means have we made these systems perfect or beautiful in the US. И в Соединенных Штатах это не то, чтобы у нас все это работает идеально, и мы сделали эти системы, которые работают потрясающе, и все в них устроено правильно. We often feel as though we are only doing one small piece. Иногда нам кажется, что у нас получается только один маленький элемент. And at the same time making efforts to try to coordinate. Но при этом мы все равно пытаемся скоординировать разные системы. Successful interventions. Успешные вмешательства. Here I'm talking about neurodevelopmental disorders, and this includes autism, И здесь я буду говорить про различные расстройства, которые включают в себя, например, расстройство аутистического спектра, FASD, фетоалкогольный синдром, intellectual impairments, нарушения, связанные с интеллектом, ADHD. гиперактивность и нарушение внимания. Right. The idea here is that interventions are not just solving a practical problem for the child. И главная идея здесь — это то, что вмешательство — это не просто попытка исправить какую-то определенную проблему, которая происходит, или задачу, которая поставлена для ребенка. But if they're done in the period where the brain is flexible, А то, что если это вмешательство сделано тогда, когда мозг достаточно эластичен и пластичен, that the brain actually changes, то тогда действительно мозг меняется. and then that change actually affects the behavior. И тогда вот это изменение в мозге, оно, собственно, приводит к изменению в поведении. And I gave the example earlier of the child's self-esteem. И до этого я приводила пример о самооценке ребенка. So each intervention needs to think about when the brain is most flexible. Соответственно, каждый раз, когда мы составляем программу для вмешательства, мы должны думать о том, когда же мозг наиболее пластичен. And so the brain is very flexible for language before the age of 3 or 4. Например, мозг очень пластичен для того, чтобы изучать языки до возраста 4 лет. But with an adolescent, the brain is very flexible for higher order thinking, abstract thinking. А вот, например, для подростков, то у них мозг более пластичен и восприимчив к таким более уже высоким навыкам, как абстрактное мышление. Each period is its own opportunity. Соответственно, у каждого периода в жизни есть какие-то свои возможности. So here are summarized some guidelines. И здесь я суммировал некоторые рекомендации. And this is really thinking about the individual. И здесь мы пытаемся именно думать о каждом индивидуальном человеке. So the first point says we should pay attention to each individual's strengths and weaknesses. И вот первый пункт говорит о том, что нам нужно задуматься и изучить для каждого человека, с которым мы работаем, его когнитивные и поведенческие особенности и профиль этого человека. So, for example, knowing something about a child's intelligence can be helpful.
Например, что-то знать про интеллект ребенка — это очень полезно. Some children have excellent memories for facts. Например, некоторые дети, у них очень хорошая память на факты именно. Other children are very strong with the way they can express ideas. А некоторых детей, у них очень хорошо получается выражать свои мысли. Some children have problems controlling their attention. У некоторых детей есть некоторые трудности с тем, чтобы контролировать Controlling their concentration. Концентрацию. Контролировать. And other children can concentrate for long periods of time. А некоторые дети могут концентрироваться очень долго, продолжительный период времени. So each one of these strengths and weaknesses can help И каждая из этих слабых и сильных сторон, они могут помочь in designing an intervention for that child. для того, чтобы составить программу вмешательства для этого ребенка. The second point is a repetition of something I've said again and again. Вот второй пункт — это то, что я уже говорил не один раз. And that is to look for the developmental period when that child is ready for change. И это о том, что нужно понимать и находить зоны ближайшего развития, соответственно, сенситивные периоды, когда ребенок, человек готов развиваться, когда его мозг готов к изменениям. So again, we know that self-regulation or controlling one's mood is a skill that is learned very early. И вот, например, саморегуляция или контроль эмоций, это контроль своего настроения, это что-то, что развивается достаточно рано. And that intervening early has a payoff И, later соответственно, on. если делать раннее вмешательство, то у нас будут лучшие результаты. Okay. So, in thinking about parents who foster or adopt children, И вот если мы думаем о родителях, которые берут ребенка в приемную семью, либо усыновляют ребенка, we believe that education is a very important part of the solution. нам кажется, мы считаем, что образование — это невероятно важный элемент для того, чтобы найти решение. For example, if you all understand the concept of attachment, Например, если все родители понимают, что такое привязанность, and can teach a parent to think about the child's behavior differently, и можете научить родителя думать о поведении их ребенка по-другому, that parent will interact with the child differently. тогда ребенок начнет взаимодействовать, когда родитель начнет взаимодействовать с ребенком по-другому. And that will have a direct change on the child's brain. И тогда это приведет к прямому изменению в мозге ребенка. As Dr. Johnson has said, you all are very powerful people in the lives of children. И как уже доктор Джонсон говорил, вы очень сильные, очень мощные люди в жизни, которые могут привести к сильному изменению в жизни ребенка. So many skills can be taught to parents, including... No, go ahead. Соответственно, многие разные навыки можно развивать у родителей. How to manage their child's behavior. Они включают в себя, можно научить, как управлять поведением ребенка. And how to manage stress. Как управлять стрессом. So, yeah, this one, right? Oh, here. These are some examples of targets for intervention. А это некоторые примеры того, на что должно быть какие могут быть цели у вмешательств. First point is about infants. И вот первый пункт — это про младенчество. So here, infants need to learn safety. И вот, например, младенцам нужно узнать про безопасность. They need to develop an attachment to an adult. Они должны развить привязанность к взрослому. And they need protection from abuse and neglect. А также нужно их защищать, им нужна защита от пренебрежения. So the work you can do with parents or as parents can target these things. И, соответственно, та работа, которую вы можете проводить с родителями или как родитель, они должны нацелены быть на вот эти характеристики. With
somewhat older children who are small, С маленькими детьми, the focus can be on behavior. 1 до 3 лет, фокус может быть уже на поведении And on teaching parents how to correct behavior. и на том, чтобы учить родителей, как корректировать поведение. In a smart, appropriate way. Таким образом, который будет умным путем. And here in somewhat older children, we might focus on social skill. И для более взрослых детей школьного возраста мы можем уже фокусироваться на развитии социальных навыков. To teach children how to interact with each other. И учить детей, как общаться друг с другом. And this will have a big payoff in the long run. И в итоге уже через много лет это на самом деле будет очень полезно. And then with adolescence, the focus is on independence. А когда мы уже говорим о подростках, мы тогда фокусируемся уже на самостоятельности. To teach them how to take care of themselves. Чтобы научить их, как за собой следить. To develop ideas that are different. Как развивать разные идеи, которые, возможно, отличаются. And to gradually be able to move away from the parents. И чтобы они постепенно научились тому и были способны уже не жить с родителями. This is risks. There are also risks at each one of these points. Again, in infants, А также есть определенные риски, которые связаны со всеми этими факторами. Например, в младенчестве we want to think about not damaging attachment. Мы должны задуматься о том, чтобы нам нужно избежать нарушения привязанности. And in the young children, we want to teach parents to avoid harsh punishments. А с детьми, например, от 1 до 3 лет, нам нужно научить родителей, чтобы они избегали жесткого поведения. And to make sure parents have more appropriate ways of managing the children's behavior. И жестких наказаний, чтобы у них были более подходящие способы, чтобы регулировать поведение. In school-age children, we focus on academic success. Когда мы говорим про школьный возраст, то мы уже фокусируемся на какой-то успех в школе. And preventing them from failing. И делать так, чтобы они все-таки делать так, чтобы у них не было неудач. And in adolescence, we focus on preventing big problems such as pregnancy. А когда мы говорим про подростковый возраст, то мы пытаемся избежать уже более крупных проблем, например, беременность. Or the development of drug and alcohol abuse. Либо злоупотребление алкоголем и наркотиков. Okay, so each one is a different target. Соответственно, каждая из них — это разная цель. And requires a different approach. И, соответственно, чтобы сделать вмешательство, они необходимы разные программы. So this is one example of an early intervention. И вот это один из примеров раннего вмешательства. And I know this one because it was developed in Minnesota. И я его знаю, потому что он был разработан в Миннесоте. This is Marty Erickson, Dr. Marty Erickson. И это был разработан доктором Марией Эриксон. And actually her daughter. И ее дочкой. And she's developed a program that is designed to teach parents about attachment. И она разработала программу для того, чтобы обучать родителей формированию привязанности. And it teaches the parent using their own child. И она обучает родителей, используя их собственных детей. The approach is to use video recording. В этом подходе используется видео Of the mother and the child interacting. This is with babies. Используется видео, на которых записи того, как мама и младенец взаимодействуют. And it's a form of coaching the mother about the way that she interacts with the baby. И эта программа фокусируется на том, чтобы научить маму тому, как она взаимодействует с ребенком. So, for example, a Например, mother might be told, look at what happens to the baby when you cuddle the baby.
Ну, например, маме говорят, вот посмотри, обрати внимание на то, что происходит с ребенком, когда ты его обнимаешь. Or do you notice that the baby smiles when you look directly in the eyes? Или говорят маме, а ты замечаешь, что когда ты смотришь прямо в глаза ребенка, он начинает улыбаться? Or do you notice that the baby smiles when you toss it in the air? Или вот ты замечаешь, что ребенок, может быть, улыбается, когда ты подбрасываешь его в воздух? So these are ways of teaching a mother who might not know that these are normal developmental steps. И, соответственно, в этой программе мы учим маму замечать нормальные стадии развития и то, что происходит с ребенком и с их взаимодействием. And this can be very effective with mothers who have depression. И иногда это очень эффективно, особенно с мамами, у которых депрессия. Because they sometimes don't have the energy or realize that they should be doing these things. Потому что иногда у них нет достаточно энергии и сил для того, чтобы понимать и осознавать, что им нужно делать все эти вещи. It can also be helpful with mothers who have lower intelligence or low education. Также это помогает и это работает с мамами, у которых, возможно, меньше образования или есть пониженный интеллект. It can be helpful with mothers who have been abusive or neglectful. Это также помогает с мамочками, которые, возможно, были агрессивны или избегали ребенка. The key with a program like this is that there is evidence И самое главное в этих программах, что есть доказательства. that this leads to the mother understanding more about development. Есть доказательства, которые показывают, что эта программа приводит к тому, что мама понимает лучше развитие ребенка. The mother becomes more sensitive to the cues of the baby. Мама начинает лучше понимать те подсказки, которые дает ей ребенок. The mother stimulates the baby more after learning about this. Мама начинает стимулировать больше ребенка после того, как она выучит про то, как проходит его развитие. And actually, it leads to an improvement in depression. А также это еще и помогает с депрессией у мамы. Because the mother benefits from that social interaction with the baby. Потому что мама тоже получает позитивные эффекты того, что она общается с ребенком. So this is just one example of a program that has been used across the world. И это только один пример программы, которая используется по всему миру. And has very good evidence. И у которой очень хорошее доказательство, которая прошла много исследований, у которой есть доказательства. Okay. Now I'll tell you about another example with older children. А теперь расскажу еще один пример про программу, которая используется с детьми постарше. Also one that I know about because it's from Minnesota. И опять же, я ее знаю, потому что ее разрабатывали в Миннесоте. This is my colleague Mike Bloomquist. И это мой коллега Майк. Bloomquist. Yeah. Такая фамилия. And he's a psychologist. И он тоже психолог. And he has developed a training program for parents И он разработал тренинг для родителей to teach them about how to manage difficult behaviors. для того, чтобы научить родителей управлять сложным поведением. And his programs range from young children through early adolescence. И программы, которые он разработал, у него есть разные программы и для маленьких детей, и доходят до возрастов подросткового возраста. And they're designed to address aggressive behavior, И они были созданы для того, чтобы управлять, например, агрессивным поведением, disobedience, когда не слушаются дети, hyperactivity, гиперактивность and other behavior problems like и that. другие проблемы поведенческие. So his program is parent training. Соответственно, его программа — это тренинг для родителей, And also working with the child. а также включает еще и работу с ребенком. So the way this works is that parents work with a psychologist as a group. Ну, в общем, как это работает? Родители в группе работают с психологом.
And separately, the psychologist or another individual works with the children. И отдельно психолог или какой-то другой человек работает с ребенком. And the parents are taught different strategies for managing behaviors like disobedience. И родителей обучают разным стратегиям о том, как, например, помогать с непослушанием. And it's very structured. И это очень структурировано. It can be from 10 to 18 sessions. И обычно от 10 до 18 сессий. And there are lists of things to do in the sessions. И для каждой сессии есть список тех активностей того, что нужно делать. And so here is an example of, a couple examples of what the program might include. И вот здесь на слайде есть несколько примеров того, что может быть включено в такую программу. Modeling. Например, моделирование. So a group of parents might work with each other to practice disciplining the child. Например, в группе родители могут работать друг с другом для того, чтобы практиковаться то, как можно управлять поведением ребенка. And they would be given alternatives to hitting the child. И также им могут быть дадут альтернативные варианты, что можно сделать вместо того, чтобы ударить ребенка. Or alternatives to yelling at the child. Или альтернативы тому, чтобы кричать на ребенка. So the parents learn how to shape the child's behavior. Соответственно, таким образом родители учатся, как управлять поведением ребенка. Some of this is using rewards. И некоторые из этих стратегий, они используют подкрепление и подкрепление. Some of it is stating the requirements very clearly to the child. Некоторые из этих стратегий, они включают в себя то, что мы объясняем ребенку критерии. Some of it is teaching a child what the consequences will be. И что от ребенка требуется, а еще некоторые стратегии это объяснение ребенку тому, какие будут последствия, если он что-то сделает. And the key is teaching parents to be consistent. А самое главное — это сделать так, чтобы родители постоянно вели себя одинаковым образом. So here's an example of teaching a child to obey. И вот здесь вот, например, пример того, как научить ребенка слушаться. A parent might be taught to give a specific type of instruction to the child. Например, родители его могут научить давать определенные инструкции ребенку. Such as go and clean up the mess. Например, иди и убери вот все, что ты там разбросал. Then to use a clear warning of consequences. Потом четко объяснить, какие будут последствия. If you don't clean up the mess, Если ты не уберешь беспорядок, then you will not be allowed to play this game again. тогда мы не разрешим тебе играть в эту игру еще раз. The parents are taught to stay calm while delivering these instructions. И при этом родители учат оставаться спокойными, когда они объясняют эти инструкции, To repeat if necessary, повторить их, если необходимо, and to stick with the plan. и не отказываться от этого плана. And what we find when we do this kind of work is that it's very difficult. И что вот мы наблюдаем, когда мы делаем такую работу, это на самом деле очень сложно сделать. But that with practice, parents become very good at this. Но если родители практикуются, то у них начинает очень хорошо получаться. And the child who previously did not know what the consequences would be, И ребенок, который до этого никогда не знал, какие будут последствия, now has a very clear choice to make. теперь у него есть очень простой выбор, и он знает, что он выбирает. So this is just one example of an effective training of parents. И это только один пример достаточно эффективного тренинга для родителей. And his work contains many, many of these examples. И в его работе очень много разных примеров таких программ. Here's a second example about controlling anger. Вот это второй пример, и это про контроль гнева.
The first step of which is to know what is normal. И первый шаг — это понимать, что такое норма. For a 3-year-old, it is normal to become angry and frustrated. Например, для трехлетки это абсолютно нормально иногда не понимать, что происходит, и расстраиваться, и становиться немножко гневным. And that talking to a 3-year-old about anger is not effective. И что говорить с трехлеткой о том, что такое гнев, это вообще не самая эффективная методика. Talking to a 10-year-old about anger can be effective. А, например, разговаривать, объяснять 10-летнему ребенку о том, что такое гнев, это уже может сработать. So this training might involve teaching the parents to talk to the child at a level they can understand. И, соответственно, в этой программе что может быть включено? Родители могут обучать тому, чтобы он говорил с ребенком на том уровне, который ребенок способен понимать в этом возрасте. At the same time, teaching the child to understand anger А одновременно еще обучают ребенка понимать гнев in a way that they can understand for their age. таким способом, который этот ребенок может понять. So a 3-year-old might understand simple words, angry, mad. Вот, например, маленький ребенок, он, возможно, поймет такие слова, простые слова, как расстроен, расстроен. Oh, okay. An adolescent might understand that they can feel themselves getting angry physically. А, например, подросток уже может понять, что гнев можно почувствовать еще и физически. Они, возможно, смогут его ощутить. So the children are taught to deal with it differently at different ages. И, соответственно, в разных возрастах детей учат справляться с гневом по-разному. And I'm going to skip one and come back. And the parents are taught to keep charts. А также родителей обучают тому, чтобы они вели вот такой график. This is data. Это данные. And it allows them to see where things are not working И с помощью того, что они собирают данные, они могут смотреть, где работает что-то, and where things are working. и когда что-то не работает. It allows them to feel some sense of success И таким образом они могут чувствовать какой-то определенный успех, when they see the numbers of positive behaviors increasing. когда они, например, начинают замечать, что проявление позитивного поведения становится все выше и выше. And young children are very responsive to this kind of information. И особенно маленькие дети, они очень восприимчивы такого типа информации. They're very happy to see rewards and consequences. На них очень хорошо работает вознаграждение и последствия. Because it's at a level they can understand. Потому что это на таком уровне, который они могут понять. Here's one more example of work with the parents. И вот еще один пример того, как можно работать с родителями. So this would be work that a parent would do at home on paper. И это будет такая домашняя работа, которую родитель будет делать дома на бумажке. In which they would be asked to think about their child's behavior. И на этой бумажке их просят подумать о том, как их ребенок себя ведет. And you can see from the choices here, a parent is trying to understand the behavior. И вот как видите из шкалы, которая наверху, тут родители просят подумать и понять ребенка. And it provides the teacher or the psychologist an opportunity И это также предоставляет возможность для психолога to teach the parent about how they are thinking about the child's behavior. чтобы научить ребенка о том, чтобы научить родителя объяснить ему то, как он думает о поведении своего ребенка. So when a parent thinks my child is making me angry, И, например, если родитель считает и думает, что мой ребенок меня расстраивает, and he's doing it on purpose и мой ребенок это делает специально, because he hates me, потому что он меня ненавидит, the psychologist can help the parent think differently тут психолог может помочь родителю думать по-другому and understand maybe the child needs something else right now. и
помочь родителю понять, что, возможно, в данном моменте ребенку что-то другое нужно. So the work with the parent on their thinking and the child on their behavior goes together. И, соответственно, эта работа, она идет совместно. Работа с тем, чтобы родитель понимал, и с тем, как ребенок себя ведет. These are more behavior charts for older children. И вот еще один пример такой диаграммы поведения для более взрослых детей. Okay. I will just talk very briefly about parent-child interaction therapy. И сейчас скажем пару слов про терапию взаимодействия родителей и ребенка. This is a more intensive therapy for parents and young children, И это уже более интенсивная терапия для родителей и детей, in which the parent and child are brought into a clinic or an office. И вот в такой терапии родители и ребенка приводят либо в клинику, либо в кабинет, And they are given an opportunity to interact. и им дается возможность взаимодействовать. And you can see that what's happening here is a form of coaching. И вот как можете здесь посмотреть, их, получается, тренируют здесь. So as the parent is interacting with the child, they're getting coaching from the psychologist or therapist. И вот в комнате сидит родитель и ребенок, и они взаимодействуют, а в ухо родителю дают подсказки, психолог ему его тренирует, чтобы он лучше взаимодействовал. The coach might say, try something different. Например, вот этот коуч, он может предложить, попробуй что-нибудь по-другому. The coach might tell the parent to show the child how to do the solution. Либо он может дать подсказку и сказать, попробуйте показать ребенку, как что-то сделать. The coach might tell the parent to listen instead of talking. Терапевт также может подсказать родителю, вместо того, чтобы говорить, сейчас послушайте. The coach may tell the parent to repeat themselves. Либо он может подсказать, повторите еще раз ребенку, что вы хотели сказать. So this is a way of teaching parents to interact with their children differently. И, соответственно, это один из способов для того, чтобы обучать родителей взаимодействовать с своими детьми по-другому. But the goal is to really improve the parents' skills. И цель этого вмешательства для того, чтобы улучшить родительские навыки. So I will just mention that in some cases there are clinical problems. И также я скажу пару слов о том, что иногда в некоторых случаях есть клинические состояния, клинические проблемы, That really require more than problem solving or changing a parent's strategy. которые могут требовать немножко больше вмешательства, чем просто изменение родительских стратегий. So post-traumatic stress disorder would be one example. И, например, это может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Это может быть одним из примеров таких. So children who have been subjected to abuse or neglect have this. А также дети, которые были жертвами насилия. And they can be at risk for suicide, depression, И они могут быть в зоне риска для суицида и депрессии, alcohol and drug abuse. употребления наркотиков и алкоголя. And they really require a different kind of clinical intervention. И в таких случаях действительно нужна другая уже клиническое вмешательство. Okay. Here's another example of a program that is designed for high-risk children. Вот еще один пример программы, которая была создана для детей в группе высокого риска. And this one is called Parents Under Pressure. И она называется «Родители под давлением». And the name really tells us that we know this is a stressful situation for parents. И уже из самого названия мы понимаем, что ситуация для родителей достаточно стрессовая. To raise a child who has a developmental problem is an extra challenge. И воспитывать ребенка, у которого есть проблемы с развитием, это действительно достаточно сложная задача. Many parents in this situation feel like they are failing. И многие родители в такой ситуации чувствуют, как будто у них ничего не получается, и они все время, у них неудачи сплошные.
So this is a therapy that involves different modules or pieces. И, соответственно, вот в этой программе, в этой терапии, она включает в себя несколько модулей, несколько составляющих элементов. And it's delivered in the home. И она проходит в доме. It focuses on also improving the parent-child interaction. И она также фокусируется на том, чтобы улучшить качество отношений родителей и детей. It focuses on helping the parents take care of themselves. И она фокусируется на том, чтобы родители лучше понимали, как им следить за собой. Getting treatment if they have depression or anxiety or drug abuse. И она помогает, она объясняет родителям, что им нужно идти к специалистам и пытаться лечить, если у них есть какие-то проблемы, если у них есть расстройства, например, депрессия, либо у них есть проблемы с алкоголем. And it focuses on the environment in which the child is living. А также она фокусируется на том окружении, в котором живет ребенок. So, for example, Ну вот, например, if a child is living in an environment that is chaotic or unpredictable, и вот, например, если ребенок живет в окружающей среде, которая абсолютно хаотична и невозможно предсказать, что будет дальше. and that child is 12 years old, И представим ребенку 12 лет. this may be an opportunity to teach the child techniques for managing their own stress. Возможно, это хорошая возможность для того, чтобы обучить ребенка, каким образом можно справляться с собственным стрессом. I don't know if there's a translation for the word mindfulness. No Есть translation. термин, который называется mindfulness, и не уверена, что у него есть перевод в русском языке, но это совмещение медитации и обдуманного, это обдумывать то, как ты живешь, и замечать, что происходит в твоем теле и вокруг тебя. Осознанность. Mindfulness. Осознанность. Yeah. Perfect. Ну, как особого направления медитации, по-моему, у нас его, может быть, и есть. So this may be a piece of this parents under pressure therapy. И вот, например, осознанность может быть включена в программу вот эту родителей под давлением. Teaching a 12-year-old to learn to control their breathing, for example. Например, 12-летнему ребенку могут его научить системе дыхания, как контролировать свое дыхание. May help with their anxiety and their behavior. И это может помочь с их уровнем тревожности и с поведением. The last point mentions that this is not always appropriate. И вот тут есть ремарка на слайде в самом низу, что иногда это не подходит. That teaching a skill like mindfulness И обучать таким навыкам, как осознанность, например, may actually be problematic for a child who's living in a continual stressful environment. иногда это может быть достаточно проблематично для ребенка, который постоянно живет в ситуации стресса и постоянно не ситуации, в которой нельзя ничего предсказать. So there are no treatments that are always appropriate for every child. И нет таких методик, и нет таких курсов лечения, которые всегда будут подходить каждому ребенку. Yes. So here's another program from the University of Rochester. И вот еще один пример. Это программа, которая была разработана в университете Рочестера. And this one is designed to prevent abuse. И она создана для того, чтобы предотвратить насилие. This one targets identifying the cases, so finding the cases before they happen or as they're happening. И, соответственно, сначала программа фокусируется на том, чтобы находить те случаи, где есть насилие, либо оно где, возможно, может произойти. Parents with low income are considered to be at high risk. И иногда в зоне риска определяют родителей с низким заработком. Because being poor lowers your ability to deal with problems. Потому что очень часто бедность приводит к тому, что у людей меньше возможностей каким-то образом справляться с проблемами. It also targets young parents under the age of 21.
Также эта программа направлена на молодых родителей, особенно когда их возраст до 21 года, because they lack experience and wisdom about how to deal with problems. потому что у них может быть недостаточно опыта и недостаточно мудрости о том, как справляться с проблемами. And it also targets first-time parents. А также эта программа иногда направлена на тех родителей, у которых только первый ребенок. Because they don't have any experience managing children's behavior. Потому что у них еще нет никакого опыта управления поведением детей. So this program focuses on treating the parents. И, соответственно, эта программа, она фокусируется на том, чтобы помогать родителям. And in these high-risk families, И вот в этих семьях с высоким риском it's been shown to reduce the number of children removed from the families. И вот результаты введения этой программы — это то, что они наблюдают снижение количества раз, когда количество процента детей, которых приходится изымать из семьи. So this is an example of using limited resources И, соответственно, это пример того, как можно, используя лимитированные ресурсы, and applying them to the very targeted group that's going to benefit the most. и направлять эти ресурсы на те группы, которые смогут от этого наибольшую пользу вынести. Okay. 3 more slides. So I will finish up by talking briefly about a little more about PTSD. И в заключение я скажу еще, немножко сфокусируюсь на посттравматическом стрессовом расстройстве. Again, as an example of a specific condition Опять же, как пример какого-то определенного диагноза, that really requires a whole other level, higher level of intervention. который требует гораздо более высокого уровня вмешательства. Now, many children who are in the care system are at risk for PTSD. Многие дети, которые изъяты из семьи, они в зоне риска для того, чтобы получать посттравматическое стрессовое расстройство. Most often, this comes from witnessing violence, aggression, unsafe situations. Чаще всего это происходит потому, что они были свидетелями агрессии, насилия, Unsafe, yeah, а lack of также safety. находились в небезопасных ситуациях. And really, we believe that what happens is the child does not feel safe. И в итоге что мы получаем? Что ребенок не чувствует себя в безопасности. So, in many situations, the child feels as though their life is at risk. И, соответственно, в некоторых ситуациях ребенок чувствует, как будто бы есть угроза для их жизни. And you see the behaviors that this leads to. И вот вы можете посмотреть на какие симптомы и каким поведенческим симптомам это может приводить. These children feel at risk even though they may no longer be at risk. Например, они могут переживать это заново и чувствовать, как будто бы они не в безопасности, хотя они уже этого риска нету. They start to learn to avoid many things. Они начинают избегать очень много разных вещей. They may have sleep problems, У них могут быть расстройства сна, or they may be too sensitive to things that are happening around them. либо они могут быть слишком чувствительными к тому, что происходит вокруг них. They may also dissociate. So they may remove themselves mentally from a situation. Они также могут выйти из ситуации психически, соответственно, не перестать ассоциировать ситуацию и перестать закрываться и уходить из ситуации. All of these are strategies for dealing with dangerous situations. И вот все эти проявления, все эти симптомы, это все стратегии для того, чтобы, по идее, переживать сильный стресс. But the problem is that these behaviors stay with the child. Но проблема в том, что эти симптомы, эти поведения, они остаются с ребенком. And they continue to re-experience these feelings over and over again. И, соответственно, они продолжают испытывать эти чувства заново и постоянно испытывают те же самые симптомы. So these are just a few examples of the types of things that we would be concerned about
in looking for this. И вот здесь есть несколько примеров того, насчет чего на что мы будем смотреть и что мы бы стали делать. It's important to ask about trauma, Во-первых, очень важно спрашивать про травму, про то, что случилось, both the parents and the child. и родителей, и ребенка. It's important to look for the symptoms. Очень важно смотреть, есть ли симптомы. It's important to look for the conditions that occur together with PTSD. А также очень важно смотреть, что еще происходит с ребенком, есть ли еще какие-то нарушения или еще какие-то диагнозы. And those include anxiety and depression. А также есть ли какие-то проявления, например, тревожности или депрессии. And then intervention is critical. А также очень важно проводить вмешательство. There are evidence-based interventions for PTSD. И существуют программы с доказанной эффективностью для посттравматического стрессового расстройства, Including for children. в том числе и для детей. So this is one called trauma-focused cognitive behavioral therapy. И вот один из примеров — это когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на травму. And it's a very systematic treatment for children who have these problems. И это очень систематический подход для детей с посттравматическим стрессовым расстройством. Part of it is about educating the child. И одна из составляющих — это обучение ребенка о том, что происходит. Some of it is teaching them physical techniques to manage their stress. Также это включает обучение физическим техникам, которые могут помочь им управлять стрессом. And much of it is teaching them new ways of thinking. А также эта программа очень фокусируется на том, чтобы научить их думать немножко по-другому. To break these cycles that have been put into the brain through dangerous situations. Соответственно, для того, чтобы сломать этот цикл, через который мозг проходит, потому что они были в этих опасных ситуациях. So I want to end with this slide, И я бы which хотела закончить вот на этом слайде, says that development equals hope. который говорит, что развитие равно надежде. At various points, I talked about the different risks at different stages of development. Вот сегодня я несколько раз говорила о разных рисках, которые проходят на разных стадиях развития. But development is a huge series of opportunities. Но на самом деле развитие — это огромные серии разных возможностей. If we think of a child as constantly going through stages, Если мы будем думать о ребенке, как будто ребенок все время проходит через разные стадии, we can begin to see the opportunities that lay before that child. тогда мы можем заранее смотреть, какие возможности есть впереди у ребенка, на какой стадии. And each point in development is an opportunity for professionals И каждая стадия в развитии ребенка — это возможность для профессионалов, to be creative, чтобы придумывать разные идеи, to think into the future, чтобы думать о будущем, and to always view the child as moving forward. и для того, чтобы всегда смотреть на ребенка как на развитие, на то, что он двигается вперед. And with that, I thank you. И сейчас хочу вас благодарить и закончить. Okay, I think we have a panel discussion. А сейчас у нас уже будет панельная дискуссия, соответственно, будут вопросы, и Мария Терновская нам поможет с модерацией. Я тогда буду переводить. Еще стульчик вам. Да, я за ним сяду. Да, спасибо большое. Да, меня попросили помочь с обсуждением сегодня. Давайте я представлюсь, чтобы, может быть, не все меня знают. Меня зовут Мария Терновская, я являюсь сейчас директором ресурсного центра семейного устройства города Москвы, департамента социальной защиты. Еще я до сих пор представляю сейчас центр «Про-мама», хотя я в нем сейчас уже не работаю, но я продолжаю его поддерживать.
Вот. Опыт работы в семейном устройстве больше 20 лет. Ну, коллеги, давайте, кто хочет какие-то вопросы, может быть, задать. Или как? Потом я тоже что-нибудь скажу. Здравствуйте еще раз. Я мама дочки с синдромом ФАС. Вы, наверное, помните меня. Мне интересно, существует ли у вас статистика успешной социализации детей с ФАС или с расстройством привязанности, например? Ведется ли она в Америке? Спасибо. Спасибо. Да, прежде чем ответить, я забыла, на самом деле, важную вещь сказать. Очень хочется поблагодарить за замечательные доклады. Перед тем, как мы начнем дискутировать. Да, спасибо всем вам. I think that we do have some statistics. Мне кажется, что у нас есть некоторые данные, некоторая статистика. But they will be different for different parts of development. Но, соответственно, данные будут разные для разных проявлений развития. I can tell you in a general sense that we know some of these interventions that I talked about are effective. И мы знаем, что в каком-то плане те вмешательства, которые я вам показывала, они эффективны. And I can tell you that with the right kinds of support, many individuals with FASD and other conditions go on to be successful in school. И что мы знаем, что с вмешательством многие люди с разными диагнозами, в том числе фетоалкогольный синдром, дети в итоге становятся успешными, например, в школе. Many can go on to go to school beyond high school. И некоторые даже заканчивают школу и потом поступают уже в институт и в университет. And many are employed. И у многих есть работа. This depends on each individual child. Но, естественно, все зависит и все по-разному для разного каждого индивидуального ребенка. And the supports that they receive. И от поддержки, которую получает ребенок. But I will say that some of the statistics you may read can be very negative. Но я могу также вам сказать, что некоторые данные, которые вы можете прочитать, некоторая статистика, она достаточно негативная. So I would say, do not think about the statistics as they apply to your individual child. Так что я бы вам сказал, не задумывайтесь о статистике, что вот каждая статистика, она будет именно применима к вашему ребенку. That's the overall risk. Это, в принципе, просто объясняет вам общие риски, которые существуют. But each child has its own place. Но у каждого ребенка есть свое собственное место вот на этом статистическом графике. And I personally know many children with FASD И я лично знаю очень много детей с фетоалкогольным синдромом, who have gone on to do the things that I mentioned. которые были успешны в тех вещах, которые я перечислила. Спасибо. Еще вопросы? Коллеги, давайте активнее обсуждать. У меня вопрос про программы. Про программы, просто упоминалась программа по лечению ПТСР, но еще вопрос по программам реабилитации в случае депрессии, суицидальности и в случае злоупотребления психоактивными веществами. Во-первых, где они проводятся? Это проводится дома или где-то в стационаре, может быть, в клинике? И какие программы являются более эффективными? Yeah. The therapy that I mentioned, trauma-focused cognitive behavioral therapy, Вот та программа, которую я упоминала, когнитивно-поведенческая программа для посттравматического стресса.
is usually done by psychologists, Она обычно проводится психологом, and there are some psychiatrists who do this therapy. и иногда психиатры тоже проводят эту программу. But the principles could be learned Но вот эти принципы этой программы, они, в принципе, могли быть выучены by someone who has a counseling background. у человека, у которого, возможно, образование в консультировании. And they are effective for depression. И они также эффективны для депрессии They are effective for suicidal thinking. и для суицидальных наклонностей, And they're effective for the other symptoms of PTSD. а также они эффективны для других симптомов и проявлений посттравматического расстройства. So there are probably other programs or therapies that also would work. И, скорее всего, есть еще другие программы, которые тоже бы сработали. But this form of therapy has a lot of good evidence for it. Но вот именно у этой программы у нее очень много доказательств. Так, есть это? Пилячик Анастасия, Центр семейного устройства при Марфо-Маринской обители милосердия. Меня очень заинтересовала программа работы с родителями над трудным поведением, помогающая справляться родителям с трудным поведением подростков и школьников. Есть ли обучение, возможность обучения наших специалистов, я имею в виду российских специалистов, ведению этого тренинга по обучению родителей? И если нету программ в России, есть ли дистанционные какие-нибудь курсы или специальная литература для психологов? И если этого тоже, к сожалению, почему-то нет, то не можем ли мы придумать, как это организовать? Потому что это актуально, это наша целевая аудитория приходит именно с этим запросом чаще всего, да, они не справляются. Спасибо большое. Я немножко добавлю, если опять-таки всего этого нельзя, то можно ли просто приобрести книжки? As far as the behavior program, the Mike Bloomquist's work, По крайней мере, ту программу, которую он показал, которую я не могу произнести его фамилию, поведенческая программа. These are published books that you can buy. Соответственно, помните, там были обложки? Это те книжки, которые опубликованы, их можно купить. And they are very structured with worksheets, homework for the parents. И, соответственно, они очень структурированы, у них есть разные материалы, как, например, домашнее задание для родителей. And they're designed almost like a manual or instruction manual. И, соответственно, они написаны так, эти книжки, как будто это инструкция прям по применению. So I think this could be translated by someone in Russia easily. И я думаю, что кто-нибудь, если вы найдете переводчиков, то они достаточно легко смогут перевести это на русский язык. I don't know if it has been already. Я не знаю, переводили ли ее уже. I know it has been translated into German. Я знаю, что она есть на немецком. So I know that it has worked in other cultures. Так что я знаю, что эта методика сработала в других странах в том числе. But my recommendation would be to obtain the material and see if it can easily be adapted. Но вот что бы я порекомендовал, это приобрести эти материалы и посмотреть, подходят ли они, подойдут ли они под вашу, для адаптации для России, например, для вашей среды. I know that a few years ago, the TFCBT had an online training. Я знаю, что вот одна из программ, у них несколько лет назад, по крайней мере, был онлайн-тренинг. Trauma-focused cognitive behavioral И therapy. это как раз программа про посттравматическое расстройство. I haven't looked at it in a long time, so I don't know if it's still there. Я уже несколько лет не заходила на этот сайт, так что я не знаю, но там все еще есть или нет, но вообще должно быть. И ссылка на этот сайт, она есть в слайдах, слайды будут на сайте фонда, так что можно будет там посмотреть. But it was designed for distance learning.
Но изначально вот этот онлайн-курс, он был разработан для дистанционного обучения. Так, есть еще вопросы? Можно? Добрый день. Я вот вслед за коллегой хотела бы уточнить, а кто оценивает, есть ли у родителя те или иные навыки? То есть он сам приходит на это обучение, если он не справляется, или есть служба, которая говорит, вот вы такие-то навыки не имеете, вам надо пройти такое-то обучение. И по каким критериям тогда идет вот мониторинг оценки взаимодействия в семье, если такое есть? Parents come to these programs through different paths. Родители по-разному приходят на эти программы. Some parents are looking for solutions to the children's behavior problems. Некоторые родители сами ищут каких-то способов решить те проблемы, которые у них есть с детьми. And so they seek out these therapies. И, соответственно, они сами ищут группы поддержки или какие-то тренинги. Some might be identified because of the child's behavior. Некоторые родители, например, их находят из-за того, какое поведение проявляет ребенок. So a child who gets in fights Например, ребенок постоянно дерется. might have troubles at school and be identified by the police. И, возможно, у него еще есть проблемы в школе, и в итоге полиция находит этого ребенка. In this case, a social worker might be responsible for referring the child and the family. И тогда, скорее всего, социальный работник будет ответственен за то, чтобы найти родителей и рекомендовать их для терапии, для какой-то интервенции. In some cases, a parent has a history of abusing or neglecting a child. А иногда у родителей уже есть история того, что было некоторое насилие над ребенком, либо какое-то агрессивное поведение в сторону предыдущих или этого ребенка. And the court or a judge may order the parent to go through training. И тогда суд может приказать родителям пройти через определенные программы обучения. In some cases, they cannot get the child back until they go through such training. И иногда, например, родителям не возвращают ребенка, пока он не прошел курсы. So they have an incentive to do that. И, соответственно, тогда понятно, для чего они это сделают, если они хотят вернуть ребенка. То есть можно ли сказать, что эти программы, в принципе, доступны, да? То есть если есть потребность, то программа будет предоставлена. Yes, generally these programs are accessible. В двух словах, в общем, да, эти программы, в принципе, доступны. But there's always a problem of too much need and not enough people to do the interventions. Но всегда есть проблема того, что спрос очень большой, а специалистов, которые могут их провести, очень мало. They are accessible, but not to everyone because of the numbers. Yeah. Они доступны, но не получается найти всех. Не получается для всех ее предоставить. One approach to this problem И один подход к такой проблеме has been to train others to do these therapies. это обучать больше специалистов, чтобы они проводили эти вмешательства. So, for example, psychologists have typically treated children who are afraid to go to school. Ну вот, например, обычно психологи работали с теми детьми, которые боятся идти в школу. Or children who refuse to go to school. Или с детьми, которые отказываются идти в школу. Psychologists have now trained teachers and school social workers to do these therapies. А вот теперь психологи обучили учителей и социальных работников, которые находятся в школе, чтобы они делали эти вмешательства самостоятельно. So in this way they multiply the availability.
И таким образом они, получается, умножают количество людей, которые и доступность этих программ. Yeah. У меня тогда вопрос, насколько доступна индивидуальная психотерапевтическая помощь? Вы про это ничего не сказали, поэтому хочется немножко вот к этому обратиться. То есть насколько развиты вот эти услуги по психотерапевтической поддержке родителей и травмированных детей? Я имею в виду, по крайней мере, детей в приемных семьях. Сейчас хотят дополнить, видимо, мой вопрос. Да, хотелось дополнить, и в каком направлении психотерапию вы считаете эффективной? Потому что была представлена когнитивно-поведенческая терапия. Хочется вот знать ваше мнение насчет, например, длительной, глубинной психотерапии, психоаналитически ориентированной. Насколько это реально, что семье дают поддержку, например, психолога для длительной психотерапии? То есть мы имеем в виду что работу с травмами детей, связанными как с разрывом привязанности, так и с пережитым травматическим опытом, и с тем и с другим. Очень много вопросов в одном. So the first question Итак, начнем с первого вопроса. about online or virtual treatments. Про виртуальную терапию, например, про то, что вы говорили, про терапию, которая может быть доступна онлайн. So this is starting to become more available. Это уже, в принципе, становится постепенно более распространенным. I would say that it is more developed with parents than it is with professionals. И я бы сказала, что это уже более развито скорее с родителями, чем с детьми. So, for example, we have more than 1,000 families with children who have fetal alcohol spectrum disorders. Например, у нас больше 1000 семей с детьми, у которых есть фетоалкогольный синдром, Who are part of a virtual online community. Которые являются частью онлайн-сообщества. Who communicate with each other. И они друг с другом там могут общаться. And support each other in learning about this condition. И поддерживать друг друга, и помогать друг другу узнавать больше про этот диагноз. So this is an example of a very effective intervention that does not even involve professionals. И это, например, очень хороший пример того, какое может быть эффективное вмешательство, для которого даже не нужны специалисты. In fact, the professionals are locked out. Если честно, даже они не пускают туда профессионалов. Not permitted. Не разрешается им туда заходить в это онлайн-сообщество. Which is good. Что, в принципе, хорошо. The families have private space to work with each other. Потому что, получается, у них есть такое частное пространство, где они могут работать друг с другом, семьи. Psychoanalysis. А теперь к психоанализу. Is less common in the United States. Менее распространен в Соединенных Штатах. And perhaps has less evidence. И у нас все-таки меньше доказательств, что он работает. Than behavioral or cognitive behavioral therapies. Чем поведенческие и когнитивно-поведенческие терапии. Psychoanalysis is also very individual. Также психоанализ, он очень индивидуальный. She was just clarifying. She thought it wasn't about psychoanalysis, but it was. It is. And psychoanalysis is also very lengthy, or very long. А также психоанализ занимает очень долгий период времени. Это очень длительная работа. So these other approaches have become more practical. И, соответственно, другие направления, они более практичные. Easier to study.
Их легче изучать. And to generate the evidence about whether they work or not. И, соответственно, гораздо легче проводить исследования и доказывать их эффективность. So they have become the most popular forms. Из-за этого они стали наиболее популярными формами работы. Yeah. Да, я немножко переформулирую, может быть, вопрос. Насколько распространена работа с эмоциональными проблемами у детей? В ключе проработки эмоциональных проблем, нормализации самовосприятия и так далее, проживания травматического опыта. Programs that we did not talk about? Те программы, про которые они не говорили, или те, что они говорили? Да, это понятно, что это такое, вот и делается или еще что-нибудь помимо этого. Is there anything else which has been done? For emotions specifically? И насколько это доступно? Yeah, oh yeah. And how accessible is that? I think that the programs that I talked about are some of the ones that have the most evidence. Мне кажется, что те программы, о которых я сегодня говорил, у них больше всего доказательств эффективности. So there are many therapies that are available to try to address these problems. Соответственно, существует вообще очень много разных программ для того, чтобы попробовать справиться с этими проблемами. Some of them have less evidence. У некоторых меньше доказательств, у некоторых больше. And some of them have almost no evidence. А у некоторых нет вообще никаких доказательств. So I would say these are the ones that seem to be supported the most. И вот те, которые были представлены сегодня, это, скорее всего, те, у которых больше всего доказательной базы. Нет, а говорит ли кто-нибудь с ребенком про то, что он чувствует? Входит ли это в эти программы? Absolutely, yes. Да, конечно. But the message that I tried to talk about was this is done differently at different ages and different stages. И что я пыталась рассказать в своем докладе, это то, что это делается по-разному с детьми разных возрастов и на разных стадиях. Yeah. Both. И так, и так. Yeah. Group is usually with adolescents. Группы чаще с подростками. Whereas younger children are more likely to be working one-on-one. А с более маленькими детьми чаще работают один на один. Or in combination with a parent. Либо вместе еще и включают родителя. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Масальская Ирина, семейный психолог ресурсного центра. Меня заинтересовала программа «Родители под давлением». И в этой программе вы рассказывали о том и говорили о том, что модульная терапия поставляется дома. У меня по этой программе два вопроса. Первый вопрос о том, что это такое, частота, количество встреч, поставляемой терапии дома. И плюс ко всему меня заинтересовал вопрос мотивации. Ни в одной из программ мотивации родителей на работу. Потому что в нашей действительности, в тех семьях, которые подвержены высокому риску, это большая проблема. И тогда учитываете ли вы в своей работе, как вы работаете с мотивацией родителей на изменения, какие-то изменения в семье и в поведении ребенка? Спасибо. Okay. The frequency Частота. Сначала поговорим про то, как часто проводится это. is probably on average weekly. В среднем раз в неделю. So maybe once a week a therapist would come into the home. То есть, наверное, раз в неделю терапевт придет в дом. Специалист. For how long? Would that be lasting? 3 months, a year?
Yeah, it could be a year. Может быть год, Yeah, it could be more than a year in some иногда даже cases. больше, чем год. And at the beginning, it might be more than weekly. И в самом начале программы, возможно, чаще, чем раз в неделю. So it's going to depend on the needs of the family. Это будет зависеть от потребностей семьи, нужды семьи. If they have 2 or 3 children with problems, it might need to be more. Например, если у них есть несколько детей, 2-3 ребенка с каким-то проблемным поведением, это может быть чаще нужно будет делать. The motivation for the parents А теперь про мотивацию для родителей. is going to differ. И она всегда разная. Some parents are told that they must do this. Некоторым родителям говорят, что вам необходимо это делать, вы обязаны это делать. Other parents understand that this will help their child's development and they want to do this. Некоторые родители понимают, что это поможет развитию ребенка, и они хотят это делать, And some refuse. а некоторые отказываются. The ones who refuse are probably the highest risk. Те, кто отказываются, это обычно люди самого высокого риска, собственно, групп. Because they are closing themselves off from the help. Потому что они уже закрываются и отказываются от какой-либо помощи. Yeah. Sometimes incorporating the school, using the school is helpful. Иногда включать школу помогает, и, соответственно, делать так, чтобы школа тоже была вовлечена в этот процесс. Because the child can learn things in school away from the unpredictable environment of the home. Потому что в школе ребенок может чему-то научиться вне вот этой среды, которую невозможно предсказать, которая у него происходит в доме. And the child's life is very different in school than at home. И жизнь ребенка, в школе, она очень отличается от жизни ребенка в доме. So many times teachers or professionals in the schools can teach the child about behavior. И очень часто учителя и помощники в школе, они могут тоже научить ребенка разным навыкам. In a way that a parent might struggle. Таким образом, который, например, родителям может быть очень тяжело научить таким образом. Я не представилась, я тоже психолог Центра содействия семейному воспитанию. Вчера мы узнали, что информация о ребенке всегда конфиденциальна как для приемных родителей, так и для специалистов. И хотелось бы понимать, насколько для вас, как для специалистов, важно понимание характера травмы. Да, ведь от этого характера зависят последствия для эмоциональной, поведенческой, когнитивной сферы. И, соответственно, есть ли хоть какой-то способ узнать о происхождении травмы, о истории ребенка? Есть какие-то лазейки, чтобы как-то эту конфиденциальность обойти стороной? Или для вас в работе это абсолютно не важно, вы работаете с последствиями, и причинный уровень для вас не имеет значения? I think that the focus of therapies like trauma-focused cognitive behavioral therapy is different. Мне кажется, что в моем опыте фокус той работы, The focus of trauma-focused cognitive behavioral therapy фокус той терапии, которая направлена на посттравматическое расстройство, они немножко отличаются от другой работы. the focus is really on the symptoms Соответственно, вот именно в этом случае фокус на симптомах and on changing future behavior and thoughts. И, соответственно, мы фокусируемся на том, чтобы изменить будущее поведение и мысли, Without paying very much attention to what happened. И не на то, чтобы пытаться разобраться в деталях, что же там произошло. It may be important to know something about the trauma, Наверное, все-таки важно знать что-то про то, что произошло, про травму.
But most therapists are careful to let that information come out in the therapy. Но в основном терапевты, психологи, они нужно быть достаточно аккуратным и позволять этой информации самой выходить в течение того, как вы работаете с ребенком. And to let that happen over time. И, соответственно, чтобы это проходило в каком-то периодом времени, чтобы это не одновременно все было. So we don't view that as the first step. Так что мы не думаем, что это первый шаг. It may happen or it may happen at some point in the future. Возможно, это произойдет, и мы узнаем. Возможно, это произойдет когда-то в будущем. Спасибо. Есть еще желающие высказаться? Сообщить что-нибудь? Насколько я понимаю, сообщать мы тут ничего не можем, видимо, от себя, да? Вот. Но я, пользуясь случаем, все-таки приглашаю людей к взаимодействию. Нам же надо как-то выживать, да, здесь. Поэтому, в принципе, нам всем есть чем тоже поделиться. Поэтому давайте как-то общаться дальше. На это, может быть. Вот. Заодно всех приглашаю на сайт Про-мама, поскольку там очень много материалов, которые тоже содержат исследования 20-летние на этот счет, а также методики работы. Ну, в частности, вот книжечку можно по рядам пустить, вот такого рода, про устройство реабилитационной работы с детьми в семейном устройстве. Вот. Ну, это так, отвлечение к вопросу. Я еще хотела, во-первых, поблагодарить, во-вторых, спросить, насколько различается система работы от штата к штату по набору услуг. То есть во всех ли штатах применяют весь набор вот этих вот программ? Есть ли какие-то программы, которые здесь не упоминались, которые также используются? Может быть, не относящиеся к вашему университету, а каких-то других авторов? The United States is like many countries. Соединенные Штаты — это как много разных стран. Within one country. Внутри одной страны. So these programs and therapies are theoretically available to anyone. Чисто теоретически эти программы, конечно, доступны всем в разных местах. But they are paid for differently, and there are more people who do them or less people who do them. Но они финансируются по-разному, разные типы услуг, разное количество людей в разных штатах могут проводить эти программы. So mostly it depends on the availability of professionals and money. Так что в основном это, конечно, зависит от того, сколько есть профессионалов в штате и какое есть финансирование. В каком количестве штатов вот эти названные программы? And do you know how many states are using these programs that you mentioned? Probably, there are probably people in every state using some of these. Скорее всего, в каждом штате есть какое-то определенное количество людей, которые используют хотя бы некоторые из перечисленных методик. But they would be much easier to access in a state with money. Но их будет гораздо проще, они более доступны в тех штатах, где на это есть финансирование. Compared to, a state with cities, big cities. И также в тех штатах, где есть большие города, например. Compared to a state that is more rural and has less money. Например, в сравнении с штатом, в котором нет больших городов, и в которых меньше финансирования. I'm sure it's the same here. И я уверена, что то же самое здесь. Спасибо. Еще есть какие-то пожелания? Не знаю даже. Вообще вопросов много, но если их начать задавать, то мы можем не кончить. Вот. Да, но в частности, если у вас какой-то последний, наверное, что я спрошу, вот те, кто у вас проходит, я имею в виду только приемных родителей сейчас, как я понимаю, эти программы, они относятся к любым родителям, кто, в общем, так или иначе испытывает те или иные проблемы и нуждается в этих программах. Вот. Если обратиться конкретно к приемным родителям, да, к родителям с приемными детьми, то какое количество, то есть насколько сократились перемещения детей в тех семьях,
где вот используются эти программы, которые проходят эти программы. Вот вчера или позавчера, вот вчера я услышала, мы в вашем докладе, по-моему, Дэйна, увидели, что среднее число перемещений для каждого ребенка это 3. То есть в среднем каждый ребенок 3 раза перемещается между семьями. То есть 3 раза возвращается, 3 возврата, да, для каждого ребенка. Но один, как мы поняли, оправданный, потому что первая семья, она диагностическая. Ну и дальше там тоже возникают случаи какие-то. Если мы правильно это поняли, может быть, не так. И насколько действительно участие вот такой вот терапии помогает сократить количество перемещений детей, если это цель вообще, стоит ли такая цель? One of the studies that I mentioned in the slides specifically looked at the issue of multiple placements. Одно из исследований, которое я упомянула и которое есть у меня на слайдах, оно как раз специфично именно смотрело на проблему того, что детей, на количество перемещений. I think the Parents Under Pressure program has И мне some кажется, что это data. как раз еще есть у программы «Родители под давлением», у них есть какие-то данные. But this is a pretty it's a pretty big outcome to measure. Но это вообще очень такое мощное достижение для того, чтобы измерять эффективность. We hope to do much better than just preventing such a bad outcome. И мы бы хотели, на самом деле, все-таки достигать чего-то больше, более важного, чем просто избегать самого плохого возможного стечения обстоятельств, то есть перемещения постоянного ребенка. Yeah, so at the level of the system, we would like to see fewer placements. Соответственно, на уровне системы мы бы хотели, конечно, бы увидеть меньше перемещений. But at the level of the child and the family, there are many more things we can be looking at. Но на уровне семьи и ребенка есть гораздо больше разных аспектов, на которые мы хотели бы смотреть и улучшать. Yeah, whether the child can attend school. Например, может ли ребенок ходить в школу? Whether the conflict in the household is lowered. Например, снижение количества конфликтов в доме. Whether the parent is getting treatment that they were not previously getting. Например, то, что родители будут получать то лечение, которое до этого у них не было доступа, So не there было are возможности. many other outcomes that we can look at. Соответственно, есть много других результатов и много других факторов, критериев успеха, на которые мы смотрим. Понятно. То есть правильно ли я понимаю, что количество, у вас нет исследований, которые впрямую связывают уменьшение количества возвратов детей с применением вот этой программы? То есть вы на это не смотрели? I think the Parents Under Pressure program does have data. Да, он и говорит, что есть данные у программы «Родители под давлением», просто они не знают цифры. Yeah, I think they do know, the people who have designed this program. Мне кажется, что есть эти исследования, эти люди знают, просто они не знают эти цифры. Yeah, but I don't know it myself. Ладно. Коллеги, есть еще вопросы? Если нет, то, может быть, мы тогда поблагодарим еще раз всех. Большое спасибо за очень интересный семинар. Спасибо.